Здорово, это я, помнишь? Так вот, Darkest Dungeon — это пошаговый РПГ, где ты создаешь пачку четверых бедолаг, которые отправляются в подземелье, а затем пытаются вернуться оттуда с наградами, ну или хотя бы просто вернуться. Но есть маленький нюанс: голодаешь — умер. Стандарт, просто. Крит от врага — умер. Высокий стресс, паранойя — умер. Да это что, умер один член группы? Кто-то тоже уйдет за им следом. Вот такая забавная игра нас сегодня ждет. Но, как вы видели название, у нас тут как бы хардкор прохождение. Так вот, при огромной популярности игры всего 4,5% игроков смогли пройти игру на средней сложности. Это вам кратко, насколько игра уже на базовом уровне сложная. Но сегодня мы не просто пройдем игру, а пройдем на хардкор режиме под названием Кровавая Луна, который ну как минимум раза 2 сложнее обычного. Ведь хп у врагов больше на 20%, бьют они сильнее, уклоняются, попадают и критуют чаще. И самое главное, у нас есть два ключевых лимита. Максимум 16 смертей наших бедолаг, когда смертей у нас будет очень много. Ну и лимит по неделям — это такая аналогия дней в этой игре, ведь один заход в подземелье равен одной неделе. То есть у меня есть всего 100 заходов и 16 смертей, чтобы пройти финального босса игры. Но я игрок специфический, и просто пройти игру мне не так интересно, ведь по факту я уже играл до этого в ДД, и даже наиграл целых 80 часов, что по моим меркам очень много. Но там я играл с модами, которые упрощают игру, да и проходил я на обычной сложности. Ну и как минимум финального босса я и близко в глаза не видел. Короче, я, как и вы, буду проходить эту игру впервые, а значит, я хочу поглотить весь контент полностью. Благо у нас тут есть смотритель, который придумал цели за меня. Прокачать всех персонажей на 6 уровень решимости, то есть максимальный, и убить всех боссов игры на всех сложностях данжей. Вот это уже мне по нраву. Ну что же, смогу ли я пройти игру за 100 недель и не проиграть? Смогу ли я убить всех боссов и прокачать всех на максимальный уровень? Все вы это узнаете в 100 недель хардкора в Darkest Dungeon. Начнем из выбора DLC и модов. Моды я никакие использовать не буду. Как по мне, ванила уже на базовом уровне идеально. И она, как по мне, должна быть такой, какая она есть. В целом, дополнение с кровосисями, а именно Crimson Corn, уже сам по себе хардкор, поэтому он must have. А Color of Madness просто приятное дополнение с бесконечным режимом, где тоже есть боссы, а значит можно взяться за это. Мушкетер, Собовичеватель и Щитоломка тоже попадают в списки прокачки смотрителя, а значит мы их берем 100%. Предместье просто дают дополнительные постройки, которые в целом не дешевые, а значит свои вложения окупают. Берем. Но вот цирк, где как бы нас ждет ПВП, честно говоря, в рамках Кровавой Луны как-то не сильно горю желанием. Тем более ПВП в такой рандомке — это ужас похуже Кровавой Луны. Так что, пожалуй, откажусь. Назвал свое сохранение «Я не плачу», потому что с порывами слизистой придется бороться очень много. Ну что же, да начнутся наши мучения. Первая неделя. Игра начинается из вступительной катсцены, в которой нам рассказывают про предместье, где наш так званый предок устал от богатой рутины и решил себя как-то развлечь. Он нашел какие-то записи о том, что под нашим дворцом находятся какие-то древние силы. Ну и походу наш дед от бесконечной скуки решил найти великое зло просто так по приколу. Ну и очевидно, у него это получилось. Он спустился в подземелье и выпустил темных богов наружу, из-за чего все земли вокруг покрылись порчей и разрухой. Теперь старик нам пишет письма, нам это своим потомкам, что типа сюда давайте едьте и спасайте свои мои земли, которую я так легко разрушу. Короче, все как в жизни. Батя кредитов набрал, а платят дети. Да уж. Вторая касцена начинается из кареты, где один из потомков едет в поместье, так сказать, на клич предка. Но по дороге мы попадаем в аварию из-за того, что водитель начал сходить с ума. Ну, короче, карете кранты, а значит, до городка придется добираться на своих двоих. Господи, дай мне сил. Ну и дома, конечно. Игра нас встречает сразу с двух персонажей: крестоносец и разбойник. Играть в эту игру очень легко. Просто идешь вперед по дороге, встречаешь разные интерактивы по типу врагов или могил, а в бою просто выбираете способность и жахкаете ими или по врагу, или по своей команде каждый ход, пока кто-то не умрет, вы или враг. Первый бандит был побежден, по дороге мне встретился призрак, его лучше не трогать, он дает 100 единиц стресса, из-за чего наш один персонаж сразу переходит в психоз, про который мы поговорим чуть позже. А вот и последний бой нашей прогулки. Мужик с пистолетом и мужик с плетью. Бой в целом легкий, просто в фокусе жирного и при этом пытаюсь его застанить. А затем стрелок не составит никаких
трудностей. Когда данж заканчивается, то нам предлагают вернуться в город или же продолжить. Я решил продолжить путь, чтобы забрать сундук, но там была лишь ловушка на яд, так что сделаем вид, что мы этого не видели. По окончании задания мне дали 2 очка решимости. Это местный опыт для персонажей, за счет которого мы и получим максимальный 6-й уровень. За 2 очка нам сразу дали 1-й уровень решимости для крестоносца и разбойника. Но кроме решимости, в конце каждого захода нам дают рандомные новые черты характера на персонажей. Чем больше разных действий мы выполнили за заход, тем выше шанс получить разные черты. На этот раз я получил у креста ночную слепоту, что уменьшает урон на 10% из-за низкого света. Про свет мы поговорим на 2-й неделе. А положительная черта дала мне 10% защиты, что на самом деле для любого персонажа очень полезный перк. Короче, я на самом деле чертами полностью доволен. За данж дали нам 5000 золота, местная валюта, за которую мы будем все покупать. Ну и фамильные ценности. Они бывают 4 видов: герб, бюст, картины и купчи. На этот раз нам дали 4 бюста. Все эти реликвии нужны для прокачки города и постройки зданий. На этом наша 1-я неделя закончилась. 2-я неделя начинается из города, где нас встречают куча зданий. Но пока что нам доступны только 4. Фамильные мемуары, просто точка, где оглашаются недельные события, пока там ничего нет. Кибитка, место, где можно купить талисманы. Талисманы размещаются у персонажей в размере 2 штук и дают какие-то положительные и негативные эффекты. Пока что лавка скудна, ничего толкового там нет. Чтобы найти там что-то стоящее, нужно это здание улучшать, что на первых порах не сильно эффективно, ведь золото на деревьях не растет. Кладбище, где мы как раз и видим лимит в 16 смертей. Здесь будут отображаться наши все смерти персонажей. Улучшать его нельзя. Ну и дилижанс. Место, откуда прибывают новые персонажи. На 2-ю неделю нам всегда дают 1 чумного доктора и 1 весталку. Сам по себе дилижанс нужно улучшать в первую очередь, ведь одной группой мы пройти игру не сможем. А значит, нам нужны постоянные завозы нового мяса, так сказать, fresh meat. Жалко, конечно, мы не можем их в расход пускать из-за лимита, поэтому я буду отбирать только лучших из лучших. У весталки я сразу заметил черту на улучшенный хил от своих же способностей, что мега полезно. Скажем так, бодренький у меня старт получается, по чертам так точно. Я, конечно же, забираю их обоих и прокачал дилижанс. Затем перешел на вкладку данжей. Тут у нас целых 7 локаций: руины, чаща, заповедник и бухта. 4 базовые локации, везде разные мобы, разные интерактивки и разные боссы. Темнейшее — это финальный данж игры, куда мы отправимся, чтобы победить последнего босса. И 2 двора. По факту это локации дополнений. Внутренние с вампирами, крестьянские с пустыми. Вначале нам доступны только руины, поэтому туда мы и отправимся. Нам дали только 1 данж, он легкий и быстрый. Данжи в этой игре бывают очень разные. По размеру, сложности и задачи внутри. Есть быстрый, средний, долгий, эпический и мучительный. Эти показатели отвечают за размер подземелья. Чем он больше, тем вылазка будет длиннее и опаснее, но и награды будут намного лучше. Учение, ветеран, чемпион и легенда. Эти показатели отвечают за уровень подземелья. Чем выше уровень подземелья, тем сильнее враги. Но и получаемый опыт будет тоже намного лучше. Вот вам таблица того, как мы получаем очки решимости за разные уровни данжей. За самый легкий и быстрый данж мы получим 2 очка решимости, а за самый длинный и сложный целых 16 очков. Что просто безумие, ведь для прокачки 6 уровня решимости нам надо всего 48 очков. Но кроме размера и сложности, у нас также есть цели в подземельях. На самом деле они делятся на 4 вида. Исследуй локацию, то есть вам надо открыть 90% комнат подземелья. Коридоры в процент не идут, только комнаты. Зачистка локации, то есть вам нужно убить 100% врагов во всех комнатах подземелья, противники в коридорах не считаются. Выполнить определенную задачу, например, спалить улья или собрать семена для жителей, ну и убить босса. Пока вы не убьете босса данжа, подземелье не будет считаться закрытым. На этот раз нам дали легкий данж на уровне учения, где надо исследовать 90% комнат. Перед началом нам предлагают закупиться припасами. По факту это первый и самый важный этап перед любой экспедицией. Нам всегда дают один и тот же набор предметов. Еда, чтобы хилиться и не голодать. Лопата, чтобы чистить преграды и открывать замки. Бинты и противоядие снимают кровоток и яд. Целебные травы снимают негативные эффекты. Ключ отпирает сундуки. Святая вода повышает резисты ко всем негативным эффектам. Опий убирает эффект ужаса с персонажа. Факел поднимает уровень света.
и какие-то кристальные бутылочки, которые откатывают навыки. Так вот, это знают единицы игроков, но у каждой локации есть свои определенные диковинки. И с каждой диковинкой есть свой предмет взаимодействия. Например, исповедальня в руинах на базовом уровне чаще приносит вред группе. Но если использовать святую воду, то вы получите минус 30 стресса. Декоративный урна чаще вас будет чем-то заражать. Но если вы добавите святую воду, то получите ценные награды. Например, золото или реликвии. Короче, без определенных предметов под локацию делать вылазки максимально неэффективно и опасно. Поэтому я взял 4 святой воды, антияд, это очень много доктора, 12 факелов, ключи, лопаты, еду и целебные травы. Вот теперь точно можно отправиться в свой первый данж. Как только мы заходим внутрь подземелья, персонаж, который впервые заходит в данж, получает 25 стресса. И пока я понемногу двигаюсь вперед, давайте я вам расскажу немного за стресс. В игре кроме хп есть еще один показатель выживаемости. Это стресс. Стресс может повышаться по разным причинам. Во время боя, после диковинки, из-за проклятий или даже банально из-за того, что вы двигаетесь по коридору. Причем очень интересно, что если мы идем назад по коридору, то стресс повышается намного сильнее, чем когда идем вперед. А вот источников снятия стресса очень мало. Так вот, если стресс поднимается до 100 единиц, персонаж впадает в состояние или психоза, или душевного подъема. На базовом уровне шанс получить психоз 75%. И причем, чем выше разница уровня данжа с уровнем персонажа, тем выше шанс психоза. То есть, если вы отправите персонажа первого уровня в подземелье 6 уровня, то он 100% получит психоз при 100 единицах стресса. Но в обычных условиях также есть 25% получить душевный подъем, который, как и психоз, бывает разный. Если говорить кратко, любой психоз это очень плохо для всего отряда, какой бы психоз вам ни попался. А любой душевный подъем лучше, что может случиться с вашей командой. Чтобы снять психоз, вам нужно опустить стресс на 0 или посетить определенные здания в городе. А душевный подъем снимается, как только вы достигаете 200 единиц стресса или покидаете данж. Кстати, про 200 единиц стресса. Когда вы достигаете пика стресса, после того, как прошли проверку на состояние, вы или теряете все хп и попадаете в состояние при смерти, или теряете весь стресс до нуля, если душевный подъем. Краткий экскурс по стрессу закончен. А у нас тут как раз первый бой данжа намечается. Ну, и давайте перед боем кратко про каждого персонажа в нашей группе. Крестоносец, самая универсальная единица в игре. Он буквально умеет все. Абсолютно все. Разбойник. Отлично дамажит на любой позиции, легко эти позиции меняет. Отличный дамагер. Чумной доктор чаще всего играет от яда или кровотока, но также может хилить и снимать эти яды и кровотоки с команды. Умеет станить и бафить. Короче, идеальный полудамагер, полусаппорт. И Весталка умеет хилить и станить, иногда бить. Лучший хилер игры. С ней никто сравниться не сможет. Если хотите более детальную информацию по персонажам, вы можете перейти в мою Google таблицу по ссылке в описании. Там я оценил всех персонажей по их возможностях. Так что можете там более детально изучить эту тему. Эту таблицу я прописал за время прохождения этого челленджа. А мы возвращаемся к бою, где мы застали врасплох двух скелетов. Что такое застать врасплох? Это эффект, который позволяет ходить первым, но только в первом раунде. Без врасплоха череда хода зависит от скорости. Чем выше скорость юнита, тем быстрее он ходит. Но в этой игре даже скорость в лютом рандоме. Ведь перед каждым раундом всем юнитам дают от единицы до 8 скорости. Плюсуют до нашей скорости юнита и получается финальная цифра. Поэтому персонаж с единицей скорости может походить быстрее, чем враг с 6 единицами скорости. И это только одна маленькая часть всего того лютейшего рандома, который есть в этой игре. Пока я ему рассказывал за скорость, мои ребята запинали скелетов, обчистили сундук и двинули дальше. Через пару шагов мы наткнулись на очередной бой. Но на этот раз мы встретили первого стресс-дилера. Это противник, который сфокусирован на повышении стресса. А я вам напомню, стресс в этой игре снимается очень тяжело. Так вот, самая рабочая стратегия против любой группы врагов — это в первую очередь фокусировать именно вот этих вот стресс-дилеров. Потому что полученный урон восстановить несложно через весталку. А вот понизить стресс, особенно до нуля, не получится даже после данжа. Так что всегда убиваем именно стрессовиков первыми, а потом уже кого хотите. После боя по дороге мы наткнулись на рюкзак. И вот тут происходит один из самых душных моментов игры – воровство. Да, твои же члены пачки воруют у себя же. Это все из-за плохих черт характера. Поэтому такое надо сразу лечить, чем мы обязательно займемся в будущем. Наткнулся на большой сундук, который мы точно должны залутать. Там нас ожидала разнобойная группа врагов. Про что я?
В этой игре есть разные типы противников. Люди, нечисть, животные, мистика. И в каждом юнита есть свои уникальные резисты ко всему. На начальных этапах это почти не ощущается. Но чем дальше будешь двигаться по сложности, тем заметнее будет ощущаться рандом этих резистов. Короче, легко запинал одну группу на сундуке, а потом в конце подземелья запинал и еще одну группу. Наконец-то мой первый данж закончился. Я получил суммарно 9000 золота и кучу реликвий. В конце задания все, что не реликвии, превращается в золото, так что не стоит хранить некоторые вещи до самого конца. Чумной и Весталка теперь тоже первого уровня, а мы возвращаемся в город. Игра мне предложила сходить в цирк. Хотя и отключила это дополнение, но игре походу все равно на свои же правила. Наконец-то у меня открылся трактир с монастырем. В этих зданиях можно снимать психоз и понижать стресс. Трактир на самом деле во всем хуже монастыря, потому что в храме плохих черт получить почти невозможно. А в трактире, куда ни плюнь, везде какие-то дебафы. Зашел в дилижанс, у нас там как раз пополнение. Решил всех забрать. Новые бойцы, и все мне показались достойными. У нас тут открылись новые данжи в руинах и крестьянский двор. Двор мы еще долго трогать не будем, поэтому решил опять двинуться в руины. Перед походом очень важно правильно составить отряд, чтобы мы могли и хилиться, и дамажить, и при этом эффективно бороться со средой подземелья. Поэтому я решил двинуться тем же отрядом, он себя зарекомендовал достойно, ведь первый данж они вынесли вперед ногами. В этот раз я выбрал средний данж, ведь и там были картины и крутой артефакт, от чего я точно не мог отказаться. Начиная со среднего данжа и выше, нам начинают давать привал. Он нужен, чтобы развести лагерь во время похода. В этих лагерях мы восстанавливаем хп, хилим стресс и бафаемся. Но если не использовать защиту от ночных нападений, то есть большая вероятность, что на нас нападут, и уже все плюсы лагеря мы заслужим уже только после лютого замеса в темноте. Зайдя в данж, уже никто 25 стресса не получил, так как каждый был уже бывалый. Сначала я убил группу пауков, а затем и скелетов, решил разбить лагерь, чтобы снизить стресс для Весталки, у которой вот-вот уже будет сотка, а психоза я не хочу. И сразу после лагеря наткнулся на коллекционера. Один из блуждающих боссов. Он нам еще часто будет попадаться в челлендже, главная его проблема в помощниках, а именно трупах старых групп. Как враг он реально опасный противник, но мне повезло. Я застал его врасплох, плюс застанил, что позволило до начала его хода сбить ему пол хп. Постепенно бил его ударами на дистанции и оглушал подмогу. В бою против его главная задача это не давать ходить разбойникам, так как они главная угроза для нас, ведь 2 крита и нашего персонажа нет. Поэтому я постоянно их оглушал и по чуть-чуть душил коллекционера. Убивать помощников большого смысла не имеет, ведь по факту босс опять их призовет, причем не потратив на это даже хода. И по итогу бой прошел быстро и гладко. Награду нам дали камень за 3500 золота, что нехило так для 3-й недели. Кстати, немного за лор коллекционера. У него нормальной истории, к сожалению, нет. Но лично, как я понял, это одна из тварей предка. Ведь предок получил много силы от древних. Только творений у предка было, много. Но коллекционер прям сильно выделился на их фоне. Ведь единственная задача этого скелетона это найти новые головы себе в коллекцию. И понимая, что мы далеко не первые сюда прибыли, и этот мир зациклен, а значит коллекционер обладает своей собственной волей. И занимается, я бы сказал, своим хобби, ведь он блуждает от данжа к данжу в надежде словить новых персонажей себе в коллекцию. Короче, очень атмосферный и красочный босс для этого Darkest Fantasy. Я быстро зачистил банду скелетов и обчистил сундук. Один из самых сложных элементов игры это менеджмент добычи в данже. Как же тяжело определиться, что забрать, а что выкинуть. Победил еще один бой со скелетами, и по ходу пора вам рассказать о такой важной механике, как разведка. Эта механика позволяет увидеть, что нас ждет дальше в комнатах и коридорах. Но есть такое понятие, как критическая разведка. Она открывает нам путь на дистанцию в 2 комнаты, что в некоторых локациях просто лютейшая имба, потому что коридоры очень большие. А во-вторых, критическая разведка может нам открыть тайную комнату. В втором данже сразу потайная дверь. Именно такую я обнаружил после того, как закончил последний бой данжи. И сейчас я вам объясню, как этим пользоваться. Давайте я вам немного поясню за механику света. Когда вы путешествуете по данжу, у вас падает уровень света. Он также будет падать из-за врагов, или вы сами решите его потушить. Так вот, когда свет находится на высоком уровне, то вы лучше уклоняетесь и лучше разведываете данж.
Но если уровень света низкий, то вы получите больше стресса, причем значительно больше, перестаете лучше уклоняться и враги начинают активно критовать. Но взамен мы получаем увеличенную награду, причем за любые действия. Больше золота за бой, больше из сундуков, больше наград из диковинок, причем это плюс добычи настолько много дает, что награда буквально может быть в 2 раза лучше, если вы получите ее в темноте. Поэтому сундуки на карте я открывал только в конце данжа, чтобы понизить свет до нуля и открыть сундук. Так вы получите максимальную награду и ничем не рискуете. Так вот, к тайной комнате. Когда вы начинаете ее видеть на карте, вам нужно подойти к этой звездочке и зайти в нее, как в обычную дверь, просто нажав на стену. Вы попадаете в комнату с сундуком, и в этот момент всегда рекомендую понижать свет до нуля. Так награда оттуда будет намного лучше. И сразу же с первого тайника получил 2 крутых талисмана и еще один камень на 3500. Короче, по итогу захода получил 19 тысяч золота. Очень много фамильных ценностей и 3 очень крутых артефакта. Нехило как для 3-й недели, извините меня. Вернувшись домой на 4-ю неделю, мне открылись кузница и гильдия. В гильдии мне дают прокачать навыки у персонажей, а в кузнице оружие и броню. На самом деле тут бесполезных элементов прокачки нету. Поэтому я буду улучшать все, что смогу по возможности. Немного прокачал нужный отряд, это тоже очень важно, прокачать именно тех персонажей, кто идет на этой неделе. Так вы экономите ресурсы и не распыляетесь даром. У меня уже открылся внутренний двор с вампирами, но до него тоже еще далеко, так как лишний раз провоцировать заразу не хотелось бы. Также мне открылась чаща, но там был неинтересный данж, поэтому я решил опять отправиться в руины. Уже 3-й раз тем же самым отрядом. Они у меня, ребята, крепкие и прокачаны, так что бояться нечего. Уже по стандарту набрал нужные припасы и выдвинулся в подземелье. Я всегда выбираю максимально большой данж, чтобы получить максимальную награду за неделю. Бегать по быстрым подземельям, когда у тебя ограничение на 100 заходов, не самая лучшая затея. Сразу победил группу скелетов, как всегда фокусим сначала стресс-дилера, а затем остальных. Например, арбалетчика, потому что он наносит урона больше, чем скелеты с мечами. Победил пару групп врагов, нашел тайную комнату, мне как-то везет на их очень сильно. И оставил сундук на конец захода, чтобы залутать его на нуле свет. Короче, данж прошел легко и без происшествий. Сами по себе руины очень простые, если ваш отряд состоит из креста и чумного доктора. Кстати, по поводу отряда. В своей Google таблице, где вы могли глянуть персонажей, там я составил лучшие, по моему мнению, пачки под локацию. Думаю, кому-то точно пригодится. А я уже закончил проходить данж, и в конце в тайнике я нашел последний редкий артефакт из тайников, который дает плюс 30% бонуса лечения, что на начальных этапах имба дикая. Но взамен мы получаем больше стресса, что в грамотных руках не так критично. Короче, по итогу 4-го захода я получил 23 тысячи золота, гербы, бюсты и очень сильные артефакты, которые мне еще долго будут служить. Я бы даже сказал, я почти достигнул пика по артефактам на ближайшие 50 заходов, так как я апнул отряд на 2-й уровень и получил, как по мне, очень важную черту на крестоносце, увеличение хила от висталки. А так как крест ходит только с висталкой, то этот баф это лучшее, что могло мне выпасть. Вернувшись в город, мне предложили взять щитоломку подарок. Наверное, за красивые глаза, я не знаю. Только есть нюанс. Она уже у меня есть, а вторую я в целом забирать не хочу. Поэтому я сравнил по чертам со своей и решил по итогу отказаться от подарка. Наконец-то у меня открылось последнее здание в городе. Лечебница. Там можно снимать болезни, которые мы еще не ловили, а также фиксировать положительные черты или снимать отрицательные. Короче, лечебницу надо максить сразу после дилижанса, так как с чертами мы будем бороться постоянно, ведь каждый заход это какие-то новые черты, которые чаще всего нам не нужны. Кстати, про дилижанс. У меня там появились собачник и висталка. От таких подарков отказываться нельзя, ведь они одни из самых востребованных персонажей в игре. А вот выродок, честно говоря, спорный, поэтому пока что его трогать не буду. Кстати, вы можете обратить внимание, что после 3 заходов мой отряд наоборот потерял почти весь стресс, так как я придерживался четкой тактики. Убиваем стресс-дилера, а в лагере занимаемся только снятием стресса. И вуаля, никаких психозов, трактиров и монастырей. Именно это отличает сильного игрока от новичка. Для опытного игрока
Каждый заход это возможность восстановиться и заработать, а для новичка это пытка и борьба за выживание. Наконец-то отправил креста на лечение клептомании, чтобы он не воровал сам у себя, и решил отправиться в заповедник. Да, наконец-то у нас открылись все локации, но выбор тут очевидный, ведь у меня еще нет персонажей на данжи 3 уровня, а руины я уже устал ходить, поэтому я и выбрал заповедник. Сначала мы составляем отряд, затем даем им артефакт. Как по мне, самые важные арты это на выживаемость и разведку. И поверьте, от этой тактики я отходить не буду до самого конца. Не забывайте, что это кровавая луна, а не средний уровень. Тут любая ошибка может быть фатальная. Так вот, я решил отправиться отрядом в 2 собачника, щитолом и весталка. Прокачал новые навыки им и надел артефакты. Кстати, не забывайте снимать артефакты после каждого захода, ведь вы банально можете забыть, какие артефакты у вас вообще в принципе были. Так как одевать и снимать ничего не тратить, то не ленитесь и постоянно забирайте талисманы у всех. В заповеднике мы будем чаще сражаться с животными, а не нежитью. Отличительная их черта то, что они прилично дамажат и постоянно хотят на вас наложить какую-то болезнь. Но зато тут эффективно абсолютно все. То есть плохих отрядов в заповедник тупо нет. Поэтому я считаю ее самой простой локацией в принципе в игре. Тут ошибиться достаточно сложно. Пока мы пинаемся в ней, давайте немного поговорим за 2 новых персонажей. Собачник, я бы сказал, это крестоносец 2.0, только дальник. У него есть абсолютно все. И как им играть, решайте сами. Единственный его недостаток это отсутствие адекватного перемещения во время боя, в отличие от крестоносца. Но зато он ходит почти всегда первый, что с лихвой компенсирует его недостаток. А вот щитолом это имба, которую ввели не сразу в игру. Но когда она появилась, метод магеров, скажем так, сильно изменилась. Ведь объективно у нее есть все, что нужно дамагеру. Выживаемость, чистый урон через броню врага, притягивание, яд, урон по метке и перемещение. Объективно топ-1 ДД игры. Ее можно брать в абсолютно любой данж. И она везде себя покажет или лучше всех, или наравне с лучшими дамагерами локации. Поэтому щитоломок мало не бывает. Хотя мне одной хватает, у меня тут как бы хардкор, а не спидран. Пока мы с вами говорили, я уже закончил данж и наткнулся на один интересный объект. Такая вот статуя щупальца. А что там надо, кстати? Святая вода? Плоп. Устранена черта, компульсивности нет. Она снимает одну случайно отрицательную черту, что на самом деле очень сильно экономит деньги и время в лечебнице. И самое главное, эта статуя может быть на любой локации, поэтому я вам рекомендую хотя бы одну святую воду в каждый свой поход брать, если, конечно, есть что снимать отряду. Прошу, 80%. Да ты шо, ну, гений, виртуоз, плейбой, 80% трансвестит. Вернувшись в город, мне предложили взять бичевателя. Вторая имба после щитоломки. Пока что он не надо, плюс мне попался шут и культист, что мега хорошо. Какие лечащие навыки, у него даже нету чем лечить, ты шо, конченый? Короче, дилижанс кормит меня прилично. Зачастую шута люди ждут и по 10, и 20 недель, а тут о как, сразу на 6-ю неделю. Места на культиста не было, поэтому я решил обменять гербы на купчи, чтобы увеличить казармы для новых персонажей. Су-37, ну это просто истребитель. И решил отправиться на Некроманта, первый босс игры, ну по крайней мере сюжетный, который на самом деле очень простой. Но так как это кровавая луна, то я решил подготовиться серьезно. Щитоломка, крестоносец, чумной доктор и весталка. Прокачал всем броню и навыки 2-го уровня, раскидал артефакты и закупился припасами. На самом деле, там просто был крутой артефакт в награду, поэтому решился раньше пойти. Короче, по ходу готов. И сразу же первый бой в руинах заставил меня понервничать. 2 стресс-дилера. А щитоломка с артефактом на плюс стресс. Плюс черта на повышение стресса. А на кровавой луне противники очень грамотно выбирают цели для ударов. Не знаю, кто им логику действий прописывал, но он явно хотел, чтобы игроки мучались. Короче, еле-еле спас щита от психоза, всех убил и оставил лишь танка, чтобы держать его в стане и килиться. Тоже одна из рабочих тактик на луне. В конце боя полностью восстановиться. Главный бой сильно не затягивать, ведь прибудет подкрепление, которое может натворить еще новых проблем. За счет крестоносца немного восстановил стресс щиту.
Я уже говорил, что крестоносец имба. Так вот, он имба. Следующие бои тоже были сопровождены кучей стресс-дилеров. Короче, намучился я знатно. Поту смог еле-еле удержать стресс щитоломки на 50 единиц. И вот остался один коридор до некроманта, а значит пора делать лагерь, чтобы бафнуть отряд прямо перед боем с боссом. Но один из главных минусов щитоломки — это плохие сны со змеями. Как же их ненавижу. На самом деле, защита от ночных нападений не спасает от снов. Ого, это жух. Я не понял, защита от ночных нападений. У нас просто есть 50 на 50 шанс попасть в этот сон. И на легких уровнях бой простой, но дальше эти бои меня просто с ума сведут. Плюс каждый ход щитоломка под ужасом и получает кучу стресса. Короче, мой первый психоз. Нелогичность. Но даже при психозе я легко закончил бой и получил хорошую награду. Ну, как хорошую, я ничем из списка ни разу не пользовался, но все же. Наконец-то я дошел до первого сюжетного босса. Некромант. Давайте немного за механики. По факту сам по себе некромант не опасный. Пару ударов, которые почти не дамажат, да и стресс он толком не накладывает. Но зато каждый его удар призывает одного скелета, который тоже сами по себе ничего из себя не представляют. Короче, босс проходится чем угодно, кроме пачек через кровоток. Как по мне, проще всего просто его станет через ход, чтобы он вообще ничего не делал. А убить его проще простого. Ну и за лор давайте немного поговорим. Когда предок только-только начал сходить с ума от силы, он пригласил группу ученых, которые вместе с ним отправились в подземелье изучать руины. Но в какой-то момент предок, как всегда, просто взял и убил их во сне, а затем воскресил их в виде нежити. Но со временем эти же ученые постепенно сами научились некромантии и стали местными боссами. Откуда предок научился воскрешать? Ну, давайте все скидывать на древних, они тут главный источник всей магии. Так что с меня спроса нет. А мы тут уже затыкали босса налегке, а значит можно покидать данж. На этот раз я получил всего 12 тысяч золота, но зато очень много разных реликвий. И тот самый крутой артефакт. Короче, удачный заход для 6-й недели. Вернувшись в город, я понял, что челлендж будет очень долгий. И 95 часов времени сами за себя говорят. Поэтому, начиная из 7-й недели, я буду пытаться быстро вам пересказывать события. Так как данжи на самом деле не сильно отличаются забегами. Да, каждый заход по-своему уникальный, крутой, но, к сожалению, с данжа в данж ты думаешь только про одно. Вот бы набрать побольше лута и никого не потерять. А рассказывать каждый раз за улучшение кого-то или чего-то будет слишком долго. Но, ясное дело, на интересных фишках я буду останавливаться и разжевывать вам. Короче, приступим. Взял воителя из дилижанса, решил отправиться в заповедник, ведь там был крутой артефакт на лечение. Составил отряд из собачника, шута, культиста и воителя. В самом заповеднике в целом никаких приключений сложных не было, поэтому давайте быстро вам расскажу за новых 3 класса. Шут, по факту топ-1 персонаж для снятия стресса, как в бою, так и в лагере. Но, кроме стресса, он также может отлично наносить урон и бафать пачку. Но по факту, лучший саппорт игры. Культист, второй хиллер после весталки, по мнению комьюнити, понятное дело, но, буду честен, хиллер он такой себе. Особенно на Кровавой Луне, потому что его хил на 0 и кровоток буквально могут заруинить целый заход. Поэтому культист нужен больше как дамагер или дебафер, а его хил это чисто приятный бонус. Поэтому рекомендую в комбинации с культистом всегда брать еще одного источника хила. Ну или хотя бы много еды. Ну и воитель, типичный паладин. Может и танковать, и дамажить, и бафать. Многим почему-то он заходит. Но на самом деле крестоносец, как по мне, будет более универсальный и полезный как персонаж. Почти в любой заход. Но так как мне нужно каждый класс прокачать на 6 уровень, то я все-таки решил взяться за него. Ну а я закончил заход, понемногу прокачиваю персонажей на 1 и 2 уровень. В городе также не забывая лечить постоянно бедолаг, чтобы они не создавали мне лишних проблем. Решил отправиться в руины, чтобы уже наконец-то вызвать второго босса и победить его. Отправился составом весталка, могилка, собачник и воитель. В руинах, как всегда, все прошло гладко. Как по мне, очень простая локация на любом уровне. Главное не тупить и всегда брать весталку. Она там рвет и метает. Кстати, по поводу персонажей. У нас тут новый класс. Могильная воровка. На самом деле она очень сильно напоминает разбойника. Только играет больше от яда и имеет меньше хп. Поначалу может показаться интересный класс. Но по факту есть дамагеры и получше в этой игре. Поэтому, ну просто неплохой ДД. А мы быстренько пролетели 8-й заходик, заработали немного копеек и реликвий. На 9-ю неделю решил наконец-то отправиться в бухту. Ведь надо каждую локацию понемногу изучать, чтобы пройти все
всех боссов. На этот раз решил отправить собачника, культиста, щитолома и воителя. Знакомые нам ребята. И пока я хожу и пинаю рыб, давайте немного расскажу вам за эту локацию. Многие в комьюнити считают бухту самой сложной локацией в игре. Но на самом деле это не так. Бухта по факту почти ничем не отличается от руин. Просто тут рыбы не имеют полного резиста от кровотока и чуть выше дамажат. Короче, локация, по моему мнению, такая же проста, как и руины. Но ни одного раза не испытал больших трудностей в этой зоне. Особенно если использовать мои отряды из Google таблицы. Ссылка, ребята, еще раз напомню, в описании. Я подумал, что уже бы пора пойти убить второго босса руин. Но передумал и решил еще раз ходить в заповедник. Сам по себе заход шел достаточно гладко. Но под самый конец я оставил себе, как всегда, сундук. Потушил свет и вот уже хотел открыть сундук, но... Да, я случайно выбросил ключ, а не вставил его в сундук, из-за чего потерял достаточно много награды, так как у меня там еще и тайная комната оставалась. Короче, думаю, в раза два получил меньше награды, чем мог. Печально, что могу сказать. На 11-ю неделю опять отправился в руины, что на самом деле такая себе идея, ведь пока босс не умрет, прогресс локации не будет расти, а значит прогресс убийства боссов тоже будет замедлен. Но, благо я так не часто делал, поэтому особенно сильно себя не стопорил этим. На этот раз пришлось отправиться не весталкой, а культистом. Есть маленький нюанс. Я не могу хилить. Да, я забыл сменить навык шуту. Вообще, в то время я много таких ошибок допускал, поэтому тут придется затерпеть. На этот раз, благо, нападений от змей не было, ну и слава богу. Короче, даже без нужных навыков данж прошелся гладко на удивление, что, конечно, не может не радовать. Обычный данж и награды тоже обычные. На 12-ю неделю я забрал дикарку и мушкетера и решил двинуться на первого босса заповедника, свиной принц. Составил отряд, по примеру, из, опять же, своих Google таблиц. Да, у меня там не только пачки на локации, но и отряды под боссу. Поэтому, опираясь на те формулы, я создал себе идеальную пачку на свина. Мушкет, культист, собачник, воитель. Пока я уверенно иду к боссу, давайте немного расскажу вам за мушкетера. Ее добавили в игру тоже не сразу, но по факту такой персонаж уже был. Арбалетчик. Это буквально два одинаковых персонажа во всем. Но если говорить за класс в общем, то это очень похоже на собачника. Ведь и хил есть, и стресс хил есть, и урон. Но в отличие от собачника, ей не хватает массового урона и игры от передних позиций. Из-за чего ее можно считать такой типа полу-недособачником, но, тем не менее, она очень крутой хиллер. Я бы даже сказал, лучше культиста. Так что мушкетер один из лучших и универсальных персонажей игры. Рекомендую этот класс, особенно в комбинации с культистом. А мы тут уже почти дошли до босса и отдыхаем в лагере. Накидываю на себя бафы, но прям перед боем с боссом на меня напал опять коллекционер. Что на самом деле не очень хорошая новость, ведь он может меня нехило так потрепать, из-за чего к боссу я приду не в лучшем состоянии. Но... из-за того, что у меня команда, которая отлично долбит по метке, то забить этого скелета было нетрудно. Он очень быстро откис, поэтому к свинушке я пришел максимально уверенный в победе. Хотя по факту там и верить не во что. Свин самый простой босс игры, даже проще коллекционера, если, конечно, вы взяли мушкетера. Этот босс максимально прост. Маленький свин сзади просто стоит и накладывает метки на пачку, ну и станет. А большой по этим меткам долбит сильно и стабильно. Но... у мушкетера есть одна способность, которая снимает все метки с команд, из-за чего большой свин начинает бить кого попало, и при этом очень слабо. И все, что вам осталось, это просто запинать быстро большого, а потом добить мелкого. Но очень важно не бить и, упаси Господь, убивать мелкого свина, так как принц разозлится, и скорее всего вы или проиграете, или потеряете пару персонажей. Короче, мелкий не лучшая идея. Ну а пока я вам тут лил мед в уши, босс уже почти откис и готов пойти на шашлык. После смерти принца маленький начинает жестко станет весь отряд, но при этом почти не дамажит, поэтому он никаких трудностей не вызывает. Ну и давайте немного за лор этого дуэта свинушек. Как мне тут все банально. Предок, как всегда, баловался со своими силами, только на этот раз это были не люди, а свиньи, так как на их магия работала лучше всех. И после 1000 экспериментов на свет родился вот этот наш свин-принц. А этот мелкий свин, я так понял, просто его мелкий помощник. Да и вообще вся локация заповедник — это один большой полигон экспериментов над животными. Короче, жуть страшно. Если бы по этой игре сняли фильм,
то это был хит хорроров 100%. Короче, как я уже говорил, самый простой босс игры. Никто даже глазом не повел во время боя. После босса я еще немного походил по данжу, пособирал диковинки, сундуки и закончил заход. 26 тысяч золота, немало реликвий и крутой артефакт за данж. Короче, пока что это самый удачный заход из всех. Когда я вернулся домой, меня ждал еще один подарок в дилижансе. Наемник, дрессировку, йоу. Всех надо забрать, всех. Поэтому пришлось расширить еще раз казарму и забрать всех 4 персонажей. Вот это неделька, конечно. Но на этом приятности не закончились. В постройках я хотел сделать банк, который каждую неделю пассивно дает немного прибавки к капиталу. То есть, чем больше лишних денег у тебя лежит, тем больше банк будет приносить. Короче, я конвертировал все ресурсы, что у меня были, в картины и сделал себе банк. Это весьма таки хороший показатель. Весь 50 картин за 10 заходов получить не так легко. Ведь чтобы сделать здание, нужны чертежи. А первым мне дали еще на 10-й неделе. Поэтому опытные игроки пытаются сделать себе банк уже на 10-ю неделю. Но 13-я тоже пойдет. Чем раньше начну собирать деньги, тем быстрее перестану их фармить. На этот раз решил опять сходить в бухту, потому что мне нужно было прокачать немного новичков из дилижанса, а более подходящей данжи не было, поэтому решил закрыть быстрый в бухте. Пошел таким составом: весталка, чумной, наемник и прокаженный. Пока опять там развлекаюсь с рыбками, давайте немного я поясню вам за 2 новых персонажа. Наемник очень самобытный дамагер. У него по факту нет ничего кроме урона. Он плохо перемещается, слабо дамажит без меток и вообще выглядит сомнительно. Но в руках опытных игроков этот парень рвет и метает. Да, всего один удар по отметке может перевернуть бой полностью. Так что наемник на любителя. Но кто шарит, тот шарит. Ну а прокаженный очень похожий на наемника, только на базовом уровне имеет и хил, и стресс хил, и танковать может, но тоже плохо перемещение и часто промахивается. Скажем так, многие его любят за сильные удары. Но зачем вам сильные удары, которые не попадают? Короче, еще один сомнительный персонаж, но в дуэте с шутом это буквально топ-1 дамагер игры. Но только в дуэте. Сам по себе он чаще выступает как танк для впитывания урона. В этом, кстати, он реально лучший. Поэтому, в отличие от наемника, наш король показывает себя в среднем как более полезной единицей. Ну и как всегда, пока я тут глагольствовал, бухта уже пала под моим натиском. Но так как заход был быстрый, многое оттуда вынести не смог. И вот он, наконец-то первый заход в чащу. Решил туда отправиться составом собачник, культист, наемник, дикарка. На самом деле чаща самый душный, сложный регион из всех. Даже вампиры не такие сложные. Почему он сложный? Да потому что в нем постоянно попадаются мобы, которые критуют по меткам. Постоянный яд из всех щелей. И на средних высоких уровнях там начинают попадаться тролли и ведьмы, которые перемещают пачку, превращают трупы в грибы, которые хилы вырубают. Короче, я вот сейчас про это все говорю, и мне плохо становится. И почему-то именно в чаще у меня больше всего трешатины было. Вот, например, в свой первый заход в чащу, который на секундочку быстро, я довел дикарку до психоза. Хотя за 13 недель до этого у меня был только один случай психоза. И это, ребята, только начало всего ужаса, который я испытаю в чаще. Боже, храни мои нервы. На 15-й неделю решил наконец-то двинуться на второго босса руин. Составил отряд из весталки, шута, могилки и прокаженный. Отряд на самом деле сомнительный, потому что свой первый заход на пророк я забыл, как он работает, и подумал, что прокаженный мне поможет. Как же я сильно ошибался. Короче, быстро и легко добежал до босса, и пора вам рассказать про одного из самых сложных сюжетных боссов игры. Казалось бы, все просто. В начале хода указывает 1 или 2 позиции, затем бьет 1 раз пачку, или массовый удар на яд, или стресс. И вот проблема этих блоков, которые падают, в том, что они капец как дамажат. И чтобы их пережить, надо... Да, нет такой тактики. Они в любом случае будут сносить очень много хп. Ни килл, ни смена позиции вам не помогут. Ну, по крайней мере, на Кровавой Луне. Поэтому единственная тактика — это забить босса быстрее, чем он тебя. Но есть маленький нюанс. Я взял нашего танка, который может только по передним позициям бить. А пророк, как бы вы ни пытались, не будет двигаться вперед. А как вы можете заметить по отряду, бить босса у меня может только могилка. А все остальные... А что остальные? Они тупо стояли и били скамейки, смерть которых ничего не дает в бою. Ох боже, как же я с ним намучился. Персонажи несколько раз были на грани смерти.
Кстати, когда хп персонажа падает до нуля, то он не умирает, он просто попадает в предсмертное состояние, в котором он намного слабее, и при получении урона проходит проверку, убьет его удар или нет. Это состояние можно вылечить или убрать, но всякие яды каждый раз проверяют твои нервы на прочность, ведь в начале хода любой удар может тебя убить. Короче, еле-еле на грани убил этого безумца и забил 2 скамейки. Как же я сильно удивился, что мне дали деньги за каждую скамейку, поэтому на удивление заход хоть и был опасный, но получилось без потерь. Кстати, немного за лор этого слепого мужчины. Если кратко, то он всегда был пророком, который предупреждал людей о предке. Но потом предок его словил, пытал, но пророк все равно не умирал. И по итогу предок отвел нашего мужчину к великому нечто. И тот полностью сошел с ума. Короче, незавидная участь у этого старика, я вам скажу. На 16-ю неделю я решил отправиться в заповедник. Немного пофармить и прокачаться, но, к сожалению, во время записи у меня произошла ошибка, и я смог записать только итог захода. Получил немного золота с реликвиями и прокачал наемника, шута, культиста и мушкетера. Заход, как вы можете заметить, прошел удачно, поэтому сказать мне нечего. На 17-й неделе я отправился в руины, чтобы опять же прокачаться, ведь в чащу, честно говоря, желания ходить вообще не было. Пошел я в свой первый долгий данж, такие заходы очень долгие, они зачастую занимают 1 или 1,5 часа реального времени, особенно на такой сложности, где ты все пылесосишь и бои с врагами проходят более щепетильно и медленно. Вообще на такой сложности спешить нельзя ни в коем случае, ни на каких этапах, ведь одна любая критическая ошибка и скорее всего кто-то умрет. И вы еще поймете, о чем я говорю. В общем, долгий заход, как всегда, мучительный. А их в будущем будет очень много. Но единственное, что было интересное, что я уже в 3-й раз убил коллекционера. Что-то он зачастил на меня нападать, конечно. Ну а так руины, как всегда, прошли на максимальном чиле. 18-я неделя, он же День X. Я наконец-то решил убить второго босса заповедника и составил отряд меточников. Собачник, мушкетер, культист и наемник. Все могут ставить метки и хотят бить по этим меткам. Подумал, что такой отряд самое то на нашего босса. Но на самом деле сильно ошибался, ну да ладно. Как всегда, путь к боссу был быстрый и легкий, потому что боссы всегда находятся в самой дальней комнате данжа, поэтому тут искать не приходится. А сам же босс из себя представляет одну большую кучу трупов. По факту у босса есть 4 удара: самохил, стан, удар с ядом и обычный удар по первым позициям. Босс на самом деле трудноватый, если не брать персонажа через яд или кровоток, так как босс постоянно меняет формы тела, и каждая форма имеет очень много защиты, из-за чего пробить этого босса сложновато. А угадать с метками почти невозможно, ведь ты тупо не понимаешь, где появится новая часть тела с нулевой защитой. Короче, на грани забил с трудом этого босса, понял, что отряд не самый лучший под него. Ну и кстати, за лор босса, то тут по факту и говорить-то нечего. Это живая масса трупов и отходов, просто последствия тех ужасных экспериментов в заповеднике. Короче, ничего удивительного, ну для предка само собой. Ну и как всегда решил дочистить данж после босса. Какая же это была ошибка. В первом же бою с пауками мой наемник просто словил 1 крит, а остальные пауки его просто добили. Вот вам хороший показатель, как скорость и 1 крит могут за 1 ход убить любого вашего персонажа. Ой-ой-ой-ой-ой, боже мой, та за шо? И поверьте, это не последняя такая смерть у меня будет. Короче, решил лишний раз не рисковать и вышел из данжа. Босс убит, но никаких толком наград я не получил. Потерял наемника, да и вся группа в диком стрессе. Короче, мой худший заход за все 18 раз. На 19-ю неделю наконец-то мне попались 2 антикварки. Это ключевой персонаж для фарма золота и реликвий. А значит, прокачка зданий пойдет намного быстрее. А также решил, что уже пора сходить в крестьянский двор, который находится на уровне ученик. И если вовремя туда не сходить, то придется набирать новый отряд новичков. Так, из данжен просто есть механика ограничений, которые не позволяют высокие левелы персонажей отправлять в низкие данжи. Например, персонаж 5 уровня решимости в данж 1 или 3 уровня уже не пойдет. Ведь он уже очень крутой боец, и ему делать там нечего. С этой механикой мы еще будем в будущем работать, так что ожидайте. Я уже полностью готов к вылазке. Давайте же накажем мертвых селян. Если говорить кратко про крестьянский двор,
Это локация, где мы бесперерывно боремся с врагами, принимаем волну за волной. И чем дольше продержимся, тем больше наград получим. Никаких коридоров и комнат здесь нет. Поэтому это такой упрощенный метод сразу проверить свою команду на прочность. На первом уровне этот бесконечный кошмар фермера достаточно простой. Убил пару десятков мобов и вернулся назад. Ну и награды, конечно, тоже очень маленькие. Ну, раз я забрал антикварку, значит пора жестко фармить ресурсы. Сначала я решил пойти в бухту отрядом антикварка, шут, культист и дикарка. Пока я хожу пинаю мурлоков, давайте я вам расскажу за наш новый класс. Антикварка. На самом деле новичку кажется очень слабым персонажем. Ну а что? В бою слабая, станов нет, хил слабый, у нее все слабое. Но у нее есть одна уникальность. Когда она активирует любые интерактивные предметы или после боя, даже стойку с факелом, кстати, нам дают дополнительные реликвии. Это предметы, которые стоят очень много золота и при этом занимают очень мало места. Плюс мы получаем возможность собирать больше золота за заход, и почему-то именно с антикваркой мне падало больше фамильных ценностей из сундука. Главное, чтобы именно она со всем взаимодействовала. Короче, в руках опытных игроков это топ-1 персонаж на начальных этапах, потому что именно она превратит ваш любой заход в изобилие золота. Рекомендую всем игрокам. А я как раз уже закончил средний данж первого уровня, за который получил 22 тысячи золота, при том, что в этом данже не было ничего уникального. Вот она, настоящая сила антикварки. За обычный средний поход. Вот это ни хрена себе. На 21 день я решил сделать такую же вылазку в чащу, как на бухту. Только на этот раз я взял среднее исследование, которое на самом деле чаще всего приносит немного ресурсов, но из-за антикварки любой данж. Это, опять же повторюсь, изобилие золота. При любых раскладах. И даже ненавистная мне чаще смогла принести целых 36 тысяч золота за легкий средний данж. Это дичайший фарм. В комбинации с банком проблему с золотом я смогу решить очень легко. 22 неделя. Я еще не победил первого босса в бухте и даже не нашел первого босса в чаще, но уже решил, что пора убить некроманта 3 уровня. Собрал отряд из своей Google таблицы. Там, ребята, только проверенные пачки. Рекомендую вам тоже туда поглядывайте время от времени. Ну, короче, данж прошел по стандарту. Легко добежал до босса, зафокусировал некроманта и легко сломал ему кабину. В целом, ничего нового. И, кстати, после победы над боссом 3 уровня мне начали давать чертежи, которые нужны для постройки здания из DLC. А значит, этих боссов 3 уровня надо убивать почаще. Но пока персонажа 3 уровня у меня маловато, так что спешить некуда. Зачистил данж и вернулся в город. На 23 день я решил, что пора добить всех боссов 1 уровня, чтобы побыстрее перейти на среднюю сложность. Поэтому я начал из сирены. Первый босс бухты. Состав у меня был антикварка, шут, культист и щитоломка. А вы скажете, а какой смысл от антикварки, если она худшая в бою? А вот как раз это нам и надо, ведь у сирены есть интересная механика. Очарование, которое берет под власть одного из твоих персонажей. На самом деле там прям лютого рандома нет, ведь логика максимально простая. Кто ходит самый первый после сирены, того она и колдует. Поэтому, если не хотите получить по лицу от своего же дамагера, то не стоит ему увеличивать скорость или брать могилку, у которой и так куча скорости. Короче, из-за знаний этой механики сирена постоянно воровала у меня антикварку, поэтому никаких трудностей у меня не вызвало. Ей ни помощники, ни ее массовые удары, ей вообще ничего не помогло против моей идеальной стратегии. Пользуйтесь. Кстати, за лор. Что могу сказать? Опять предок и опять сделал херню. Там взял какую-то девчонку, привязал ее к алтарю и сбросил в море как жертву. И представляете, все это было за горсть каких-то там ценностей. Короче, он уже просто так по приколу людей убивать начал. Ну а наша девчонка, которая упала в воду, превратилась в сирену, как вы уже поняли. Короче, тут у всех боссов личные счета с предком. А так как мы его потомки, то я думаю, нас она ненавидит не меньше. Быстренько добежал данж и вернулся в город. 24-й день. Наконец-то решил пойти во внутренний двор, так сказать, гнездо комаров поворошить. Сделал отряд весталка, шут, разбойник и прокаженный. Одна из самых главных особенностей двора, то что там нет рандома. То есть подземелья там всегда одинаковые, поэтому разведка не нужна. Плюс там нет света, а свой уникальный источник кровавого света. Поэтому факелы не нужны, как и крестьянском дворе, кстати. Ну и третья, самая гадкая особенность — багровое проклятие, которое, кстати, можно подхватить не только во дворе, но и вообще в любом данже. В чем его особенность? Наш персонаж становится таким полувампиром, полукровкой
из-за чего постоянно хочет крови. И если ему эту кровь не дать, то постепенно будет становиться слабее, а затем вообще умрет. Да и вообще эти багряные постоянно творят херню какую-то в бою, поэтому да не только бой с диковинками тоже. Поэтому никаких плюсов от этой болячки я, честно говоря, не нашел. Да, там есть определенные сеты, которые работают только на этих больных. Но, честно говоря, за всю игру не нашел ни одного нормального сета там. Так что считайте, что мы получаем вечный дебаф, который снять никак нельзя пока что. Ну, кроме одной стратегии, ну, мы про нее поговорим попозже. Короче, у меня уже почти весь отряд зараженный, а нам еще надо как бы мини-босса убить. Ну, как мини. Крокодил — один из самых сложных боссов игры. И не потому, что он критует, избивает всех ХП, не потому, что он пает по позициям постоянно, хилится, защищается, не потому, что он постоянно сильно дамажит группу и уклоняется, а потому, что у него есть это все. И сразу, еще и каждый ход, ну тупо машина аннигиляции. Короче, мой первый бой прошел с им относительно гладко, но только потому, что мне повезло. Да и крокодил первого уровня, честно говоря, слабоватый. Пока что. Короче, теперь игра заиграет новыми красками. Ведь теперь я буду этих вампиров видеть везде. Не только во внутреннем дворе, а значит, привет багровое проклятие у каждого второго персонажа. Кстати, нам наконец-то показали первую кат-сцену после вступа. К сожалению, их до самого конца теперь не будет. Так вот, в нем нам показали, что предок был еще тот подонок, кто бы мог подумать. И когда он устраивал очередное собрание богачей на бал, он встретил графиню, которую он уже решил зарезать, не спрашивайте зачем. И решил, значит решил. Но вдруг графиня оказалась вампиром, и дальше нам сюжет не показали. Ну, да ладно, может когда-то тайна двора раскроется. А мы давайте продолжим наши заходы. Решил сходить в бухту 3-го уровня, чтобы быстрее открыть второго босса бухты. Заход был простой, если бы я не забыл взять факела. Да, такое бывает. Короче, я в лютом поту, при 2 психозах, еле-еле прохожу данж. И то только потому, что мне повезло. Так-то был бы это средний данж, я бы лучше ливнул из него, чем мучился в этой темноте. Какие-то рискуешь потерять весь отворот буквально в мгновение ока. Кстати, словил свой первый душевный подъем, в подальшем их почти не буду видеть, но все равно приятно. Короче, чудом, но данж прошел. Весь отряд на грани срыва за какой-то маленький данж в бух. Когда раньше бы я эти данжи на раз-два щелкал. Вот такие вот дела в темноте происходят. На 26-ю неделю решил сходить в руины, потому что там увидел долгий данж 3-го уровня, а значит могу выгулять свой надежный отряд. Да и по чуть-чуть уже руины подзакрывать полностью надо было бы. Ну и как всегда, поход туда прошел мега глад. Никто даже по хп не просел, да и стресс совсем максимально понизил за счет честного крестоносца. Короче, красотище. Нафамил кучу ресурсов и почти поднял отряду 5-й уровень решимости, а значит скоро мы на руинах перейдем на уровень чемпион. На 27-ю неделю отправился в чащу. А то как бы прогресс там вообще не идет, а босса убивать то надо, поэтому я решил быстро пробежать в среднем данже. Но вы же не забывайте, это чаще. Тут без приключений не бывает. И трах-бабах, и мой новый наемник уже в психозе. А вот и затем антиквар опять, душевный подъем, ну и Валькирия тоже в психозе. И вот, казалось бы, данж уже пройден. Покинь данж и спаси своих бедолаг. Но нет, жадность фраера разгубила. И очередные бандиты просто заковыряли моего второго наемника. У меня, походу, какое-то проклятие чаще, ну и наемника тоже. Короче, иронично, бессмертный и умер. Игра любит такую иронию. Короче, хреноватый заход получился. За счет антикварки, конечно, много залутал, но потеря персонажа — это всегда сильный удар по челленджу. Вторая смерть на 27-й день. Но благо, когда вернулся в город, мне попался неплохой самобичеватель, а значит чаще должна идти чуть лучше. Ну, я надеюсь, конечно. А я на 28-ю неделю решил быстренько пробежать бухту, чтобы вызвать второго босса. Но какой же лагерь со щитоломом без сна со змеями. Короче, сразу же словил психоз на щитоломке. Как же без этого после таких снов? Ну а затем в лютом поту десятки раз был на грани смерти почти всей пачкой, но я все-таки смог доконать своего щитолома. И в очередном бою с селедками один крит и легкий удар шамана, и все. Щитолом говорит нам пока. Сразу вторая смерть подряд. Неудачные недели у меня одна за другой. Короче, с таким сомнительным составом из саппортов я решил, что не дотяну еще 2 боя и ливнул первый данж, который я покинул.
когда те два подземелья я хотя бы закончил, тут же меня просто уничтожили в нулину. Но я выдавил максимум, что смог, ведь данж шел супер плохо, поэтому это было неизбежно. На 29-ю неделю решил наконец-то убить первого босса чаще, ведьма. Состав: мушкетер, собачник, культист и дикарка. На самом деле бой с боссом очень простой, из-за того, что у нее мало хп. Убить ее не составляет труда, но у нее есть одна неприятная механика. Она одного персонажа кидает в котел, где он каждый ход теряет хп. И причем защититься от этого урона никак нельзя. Разбивать казан, чтобы освободить, тоже не лучшая идея, потому что она закидывает сразу нового персонажа туда. Поэтому лучшая стратегия — это убить ведьму быстрее, чем она кого-то убьет. Ну я таки поступил. Забил ее просто быстрее, та и все. Да, мне, конечно, повезло, потому что мушкетерка не умерла в казане, но эта игра вся построена на удаче, все или ничего. Ну а пока я добиваю данж, давайте я немного вам расскажу за лор этой ведьмы. Хотя там и рассказывать-то нечего. Опять же, предок нашел девчонку какую-то, которая увлекалась травами и вареньем зелья. Дал ей немного сил, чтобы там что-то с древними сделать. У нее ничего не получилось, и он решил ее выкинуть чаще. Пусть она там разбирается сама со своими травами, а предок, пожалуй, как-то по-другому найдет возможность обуздать силу древних. Ой, короче, там все сложно, как всегда, предок попользовался и выбросил, ничего нового. 30-я неделя. Красивая дата, а значит пора бы забить пророка 3-го уровня. И на самом деле тут ничего нового. Те же камни, те же скамейки, только теперь вместо шута чумной доктор, а вместо прокаженного крестоносец. Ну и, собственно говоря, прошел я намного проще, поэтому, ребята, не забывайте пользоваться моей таблицей. Там отряды никогда не подводят, стабильно и уверенно ебут. Короче, босс все, а там и данж налегке закрылся. Вернувшись домой, поставил банк крови, чтобы мои полукровки-вампиры не голодали. Очень полезная постройка на начальных этапах. Не приходится таскаться с этой кровью бесконечно. 31-я неделя прошла в чаще, причем на удивление все прошло гладко. Никто не умер, всего один психоз. Я считаю это удачным заходом чаще и весьма неплохая награда. Я в целом доволен. На 32-ю неделю решил все-таки сходить во внутренний двор. Опять. Ведь нам бы уже пора избавиться от этой напасти. Но у этих кровавых данжей есть одна особенность – эпический размер. Там карты стабильны и никогда не меняются. Вот она у меня даже есть полностью открытая. И я как бы даже знаю, куда идти, чтобы побиться с боссом. Только есть маленький нюанс. Чтобы дойти до босса, нужно пройти десятки, а может даже и тридцатки, и 50-ки боев и победить крокодила. И бои-то как бы шли гладко, но вот крокодил... Поначалу было все нормально, но потом я почему-то решил, что накормить кровью шута будет неплохой идеей. Ну и по итогу крокодил его просто запинал. Не знаю, то ли из зависти, то ли он ненавидит вампиров. Но я уже говорил, что тот, кто прописывал логику ударов врагов, гений. Так вот, это чистая правда. Если игра захочет, она убьет твоего персонажа при любых раскладах. Ну, конечно, и после боя я решил ливнуть и не мучить себе жопу. Еще одна особенность эпического размера: даже если ты ливнул с данжа, весь прогресс подземелья сохранится. А значит, эти эпические данжи надо проходить в несколько заходов, чем я, собственно говоря, и буду заниматься. Пока исследовал вампирскую локацию, у меня получилось освободить наемника, которого я затем забрал из дилижанса. Он сразу был 3-го уровня и полностью прокачанный. Это мне походу так игра намекнула, что пора бы еще одного наемника скормить чаще. Но я решил пойти другим путем. Раз игра играет со мной жестко, то я имею пару трюков в рукаве. Есть один интересный абуз. Это не баг, а фича, как говорится. Если не убрали его спустя 10 лет, значит можно пользоваться. Короче, на базовом уровне 3-й левел персонажей в легкие данжи не могут ходить. Ведь они очень крутые и все дела. Но если составить отряд типа как бы на среднюю сложность, а затем при нажатии припасы сразу же переключиться на другой данж, то вы сможете пойти высоким уровнем в данжи низкого уровня. Да, звучит имбово, поэтому таким я буду очень редко пользоваться, и то на полшишки. На этот раз я решил взять наемника 3-го уровня, как раз таки из нашего кровавого дворца, и обычный отряд 2-го уровня. По факту я прям не сильно заобузил, но все равно наемник там себя чувствовал супер вальяжно,
Но наш второй босс, а именно пушка, на самом деле легко проходится даже первому уровню, поэтому я тут не чувствую читерства. Короче, по поводу босса, как по мне, все просто. Пройти его можно любой пачкой. Главное это убивать фитильщика, чтобы он не зарядил пушку, и все, вуаля, босс откис. Те мелкие бандиты ничего вам сделать не смогут. Фитильщик легко умирает от 2 ударов, а 1 удар просто оставляйте на пушку. В моменте, когда хотите побить пушку побольше, просто станете фитильщика и все. Целый ход просто фокусите пушку и никаких трудностей не будет. Босс на одном уровне со свином. Если знаете, что делать, то у босса не будет ни единого шанса. Ну и как всегда за лор. По факту, эта пушка это просто банда наемников, которые нанял предок, чтобы они разогнали бунты людей, которые были недовольны правлением нашего предка. Еще бы люди были довольны этим уродом, который убивал всех налево и направо. Про его эксперименты я вообще молчу. Победив босса, я решил, что пора бы хоть разок побороться с тьмяником. Это такой уникальный босс, который или сам в нулевой тьме может появиться, или можете его призвать через алтарь. Я решил, что с таким наемником можно призывать. Ну, короче, бой максимально прост. Тупо фокусим тьмяника и иногда ковыряем мелких. Прям какой-то пачки или тактики не могу вам сказать, так как прям намеренно его найти тяжело. Да и пачку он постоянно раскидывает. Короче, там все сложно, и даже тьмяник первого уровня при фул второго уровня пачки, плюс 3 уровень наемника, я с трудом смог его заковырять. Да, этот босс духота еще та, но зато дает уникальные талисманы, которые ну очень сильные. Я бы даже хотел их пофармить намеренно, но бои с им слишком рискованные. Ну, поэтому это как-то в другой раз. Хотя, было бы мое желание, призвать его на кровавой луне не составляет трудности. При нуле света просто ходить по данжу не так уж сложно. Ну и за лор. Короче, его призвал в этот мир культист, как я понял. Вот. Ну и все по факту. Просто очередной монстр, который обитает во тьме. На 34-ю неделю я решил сделать заход на заповедник, долгий и легкий. Поэтому пока там мои бедолаги развлекаются, давайте я вам немного расскажу за самобичевателя. Ведь первый раз я забыл вам его описать. Короче, это главный дамагер игры. Ну, прям именно дамагер. Больше урона за бой, чем он, никто не может нанести. Причем у него есть и самый хил, и хил союзника, и убить его очень тяжело. И единственный минус, что он плохо играет на задних позициях. Но, честно говоря, все равно, за такой урон можно потерпеть. Ну а пока я тут глагольствовал, мой долгий данж уже закончился. Все прошло мега гладко, никакого стресса, все здоровые и награды куча. Красота. 35-я неделя. Пошел в бухту в надежде побыстрее уже вызвать второго босса и закончить с этими боссами для школьников. Но, чтобы я и без приключений, вот она моя первая встреча с этим нечто. Этот покоритель звезд начинает нам попадаться после первого захода в крестьянский двор. Босс этот, конечно, еще та заноса в жопе, и если у вас не будет нужных персонажей от ядов или кровотока, ожидайте лютый стресс всей пачки. Но так как у меня был топ-1 ДД игры, а именно щитоломка, то убить его не составило мне никакой трудности. Ну и по поводу лора. Как такового у него и нет. Просто кто-то или что-то вот просто есть-то и все. Как всегда, очередной лагерь, очередной сон змей. Я, честно говоря, уже начинаю уставать. Походу, лучше вообще не делать лагеря вместе со щитоломкой. Данж я по итогу прошел легко, потому что пачка имба, конечно. А на следующую неделю быстро сбегал в чащу, чтобы уже понемногу призвать новых боссов. На удивление, мой первый спокойный заход в чащу. Походу, игра начала меня жалеть. Наконец-то последний босс бухты. Он же последний босс первого уровня. Конечно же, по дороге на меня напали змеи. Честное слово, последний сраный раз я сплю с этой девчонкой. И вот она, затонувшая команда. Босс на самом деле духота редкостная, ведь сам по себе он почти не дамажит, но зато постоянно затягивает персонажа на первую позицию и накидывает на их якорь. И все было бы ок, если бы он не хилился как дурной от этого якоря. И как бы якорь смысла забивать особого нет, ведь сразу будет новый, но и не убивать его нельзя. Короче, дилемма одним словом. Да и он постоянно тянул чумного доктора, который на первой позиции тупо стоял и ничего не делал. Короче, я мучился и решил ливнуть из боя. И поменять навыки доктору. И о чудо, он перестал постоянно тянуть только чумного. Передаю привет человеку, который писал логику ударов у этих мобов. Ты просто чертов садист.
Ну а теперь забить этого босса было намного проще, ведь теперь я хоть не терял чумного на весь бой, из-за чего эти скелеты тупо откисли за пару ходов. Ах, сладкая победа. Кстати, по поводу лора, все опять же максимально просто. Очередные наемники, только в виде пиратов, которых нанял предок, они свою работу выполнили, а потом предок такой, ну все, вы мне не нужны, и короче просто их убил, затопил их корабль, и они все умерли, потом превратились в этого босса. Короче, как всегда, предок красавчик. 38-я неделя, я вернулся на базу, наконец-то все начальные боссы были убиты, а значит теперь вам не нужно пояснять за их механики и можно спокойно пересказывать события. Вернулся в Кровавый дворец, опять прошел кучу вампиров, и вот он, второй крокодил. На этот раз я решил не пить кровь, а значит никаких тупых смертей не должно быть. Так оно и получилось, бой прошел очень гладко и без потерь, но все равно потрепали меня знатно. Я забрал последний нужный мне ключ для ворот, пришел к боссу и покинул данж. Ведь мне нужно восстановить отряд от стресса, ведь идти к барону на грани срыва, ну не лучшая идея, конечно. На следующую неделю сразу же пошел тем же отрядом к барону, только поменял висталку на другую, чтобы у нее не случился психоз. Пришел к боссу и, ну, тут есть куча нюансов. Во-первых, босс превращается в коконы. И поначалу мне показалось, что нужно найти кокон с боссом. Именно поэтому я радовался, когда босс сразу же мне попадался. Но потом я понял, что коконы закрывают мне хил, из-за чего собачник уже был на грани смерти. Но по велению богу рандома мне повезло и собаку я не потерял. По-другому это не объяснить. Как он продержался почти весь бой на нуле хп и не сдох, никто не знает. В том числе и я. Короче, босс супер рандом дикий. Какой-то четкой тактики тут нет. Или затащишь, или ты точно пару бедолаг потеряешь. Ну и барон же босс, а значит надо за лор пояснить. Барон это такой же отморозок, как и предок. Он устраивал представление для знати, творя с заложниками страшные вещи. Он второй по конченности после предков вместе, поэтому удивляться тут нечему. Ну и когда началась багровая чума, он стал вампиром. Но не комаром, а блохой почему-то. Короче, вот такой смешной лур у него. Кстати, если посмотреть на задний фон босса, то мы увидим вампиров, которые стоят и наблюдают за нашей дракой. Барон до самой смерти развлекал публику, неважно, чужой смертью или своей. После победы над бароном нам снимают багровое проклятие и всех персонажей, а также понижают уровень вампиров в локациях. Короче, можно хоть немного пожить без вампиров. На 40-ю неделю у меня случился очередной кринжовый заход в чащу. Я забыл взять лопаты, из-за чего у меня постоянно кошмарили преграды. Но это что? Затем я сразу же после преграды наткнулся на нечто, которое я банально не мог убить, ведь у меня не было подходящих дамагеров, а шут тупо не мог попасть. Короче, лютая возня. Я был в лютом тильте. Лечение наложи. Да ты, блядь, ну ты просто... Но все-таки из-за механики потери своих же хп, он по сути сам себя убил. Но по итогу боя у меня почти весь отряд в психозе, а лопат все так же нет. Короче, великим чудом, ну и крутыми навыками лагеря, я смог понизить всем стресс почти до нуля, снять психоз прокаженного и пройти успешно данж. Вот так лютый кринж в начале превратился в один из самых крутых моих заходов. На 41-ю неделю прилетел Вопила, который крадет артефакты у меня с кармана. Один из недельных боссов. Если его не убить на неделе, то он сам улетит, но заберет украденное. Я посмотрел, и у меня ничего не пропало. Наверное, из-за того, что я не потерял ни одной шмотки при смерти, кто его знает. Каждый артефакт на месте, не понимаю, как это Вопила работает, потому что ничего не украл, он вообще святой. Почему я иду его вообще бить? Я просто неделю в никуда трачу. Но пойти и поломать ему кабину я сильно хотел, поэтому решил туда отправиться. Сам по себе Вопила это не данж, а просто бой с боссом. Но тут у нас есть выбор. Или убить Вопилу и получить крутые черты и артефакты, или убить гнездо и забрать потерянный арт. Ну, короче, ничего не сделал, он просто меня отпинал, а потом в конце на 4-й ход просто наложил на всех лютый стресс и улетел. Короче, минус неделя, что я могу сказать. На 42-ю неделю наказал ведьму 3-го уровня, потому что я могу себе позволить. Бой был очень легкий и потерями там даже не пахло. Ну и заодно наказал коллекционера. Давненько я его, кстати, не видел. 43-я неделя сбегал заповедник и немного прокачал отряд на свиного принца. 44-я неделя сходил в бухту, пофармил ресурсы с антикварку и поднял по левелу самых слабых моих персонажей. Так как я потерял щитоломку, то мне приходится качать новенькую на 3-й левел. 45-я неделя происходит то, что никто не мог предсказать. Я хотел отправиться в крестьянский двор к мельнику,
Уже набрал припасов и отправился в путь, но вдруг я вижу, что меня кинули к свиному принцу. Ну ё-моё! Я не на свинью ушел, я не на свинью ушел. 0 факелов и нет мушкетерки. Сначала думал просто сбежать, но решил, что нельзя тратить ни одной недели попусту. Поэтому решил рискнуть и аккуратно дошел до комнаты с боссом. Подготовился в лагерь и начал бой. Поначалу все было гладко, но постепенно бой накалялся. И вот уже думаю, что победа у меня почти в кармане. Просто добей большого и ливай быстрее. Но как только большой свин умирает, мой Слава, он же прокаженный, на 0 хп ловит удар от мелкого свина и умирает. Мразь кончена. Просто мразь. Ну почему? Почему? Ну, очевидно, мне заруинил культист, который не смог выхилить прокаженного, и он умер. Уже 5-я смерть на моем счету. Осталось всего 11. А там впереди еще 55 заходов. Я, честно говоря, сильно нервничаю. Но до лютого стресса мы еще не дошли. 46-я неделя. Решил уже докачать антикварку с щитоломкой в руинах, чтобы у меня уже все персонажи могли спокойно ходить на 3-й уровень данжей. Кстати, именно в 3-й уровень данжа я их и отправил. Не было времени таскаться по зеленым данжам, нужно было скорее прокачать этих персонажей. Но, так как я потерял прокаженного, то мне в любом случае придется и еще возвращаться к прокачке слабых. Туда же я отправил чумного доктора 5-го уровня, чтобы компенсировать 2 персонажей 2-го уровня в данже ветерана. Короче, все прошло гладко, ну относительно, понятное дело. 47-я неделя. Быстро сбегал в бухту, чтобы вызвать сирену 3-го уровня. Ну как быстро? Под быстро я имею в виду там минут 40 или часик. Это в целом быстро для кровавой луны. 48-я неделя решил зря время не тратить и сразу забить сирену. Взял уже проверенную пачку с антикваркой. И в целом более простого боя сложно представить. Забили мы русалку за 5 раундов. И при этом никто даже волосинки с головы не уронил. Вот такой вот босс изичный с антикваркой. 49-я неделя. Наконец-то решил убить мельника, чтобы закрыть еще одну ачивку по боссу. В целом, путь к боссу немного изменился, ведь теперь, кроме пустых крепостных, мы также встречаем мобов из других локаций, что очень странно, но, как поясняет лор, эта локация, она не подвластна времени, тут может происходить все что угодно, ну ладно, пойду лучше мельникову лицу поломаю. В целом, на 3-м уровне мельник не такой сложный босс, но все же у него есть некоторые фишки. Во-первых, он бесконечно призывает достаточно сильных и неприятных помощников, во-вторых, он фигачит почти каждый ход своей жатвой, всю пачку, еще и хилит. Ну просто черт. Единственная рабочая тактика против него — это брать персонажа с парированием, что я и, собственно говоря, и сделал. И в поту я еле-еле смог его заковырять. Босс полнейшая духота. Ну а по лору, да, а что по лору? Как всегда, предок пришел, всех убил, проклял и поставил какую-то метку на призыв космического чуда. И по итогу на мельницу упал метеорит и разрушил весь двор. Все жители крестьянского двора превратились в полуживых, полумертвых, то есть пустых. А мельник стал вечно проклятым служителем спящего, то есть древнего, который упал в метеорите. Короче, очередная жесть по вине предка. Потом по игре мы получим медальон Милдред против мельника. Как я понял, это медальон его жены, который защищает персонажа от урона жатвы. Иронично, что мельник не дамажит персонажа с медальоном жены и пропускает хода, потому что он еще что-то допомнит из своей прошлой жизни. Глубоко, как говорится. 50-я неделя и любимая чаще говна. Поту, само собой, но, слава богу, без никаких происшествий. Поэтому прошел успешно. 51-я неделя. Пора наказать пушку, только теперь без никаких наемников 3-го уровня. Только есть маленький нюанс. Персонажей против подкрепа я взял, а чем бить пушку не взял. Не увяз ко всему, кроме чистого урона, поэтому пришлось ковырять эту стальную хреновину целых 16 раундов. Я ни по стрессу не просел, ни по хп, по мне ни разу пушка не стрельнула. Я просто 16 раундов ковырял железяку. Ну, босс полнейший кал. 52-я неделя. Сделал большой заход в заповедник, чтобы вызвать кучу трупов, то есть второго босса. 53-я неделя. Мой первый средний данж на уровне чемпион, так сказать, с почином. На самом деле отряд сделан настолько хорошо, что заход прошел просто прекрасно. Никаких рисков и сложностей. Хотя у меня даже не 6-е уровни имели персонажи. Та и шмотки с оружием были слабые. Короче, даже не в пике я прошел чемпиона очень легко. Вот что называется качественный отряд. Звук таблицы, кстати, напомню вам. В городе предложили потратить кристаллы на хил стресса всех персонажей в казарме. На самом деле я бы не тратил 30 кристаллов на такую дичь, но я просто подумал, что это мне предложили 30 кристаллов. Как же я наивен. Что
What the fuck? Отправился в заповедник ломать хребет боссу, хотя он уже, скорее всего, сломан. Неважно. На этот раз я поступил чуть умнее, взял персонажа через кровоток. Но на самом деле это та же пачка через метки, что как бы по-прежнему такое себе. Ну, хотя бы пару критов наемников переломали ситуацию в мою сторону, но так бы, конечно, пришлось помучиться сильней. 55-я неделя решил еще раз ходить на уровень чемпиона, только на этот раз заповедник, так как нужно поднимать персонажа на 6-й уровень как-то. Данж хоть и был долгий, но на удивление все прошло мега удачно. Куча награды, 4 персонажа 6 уровня и главная причина захода — артефакт на дополнительный опыт. Он мне сильно пригодится, чтобы вернуть в строй утерянного прокаженного. 56-я неделя прошла в бухте, так как руины, чаща и заповедник по боссам 3 уровня закрыты, надо было бы и бухту добить. Данж я прошел уверенно, прокачался в бедолах по уровню и, кстати, прокаженный вот-вот уже 4 уровень, хотя недавно был только 2. Вот такие чудеса творит медальон предка. 57-я неделя, вторая, та самая неделя X. И я, как всегда, уверенно собираюсь на очередной заход в подземелье. На этот раз выбрал чащу долгую и уровень чемпион. Отряд был безупречный, собрал все возможное на кровоток и хил, ничего не предвещало беды, ну, кроме того, что это была чаща. Я идеально подготовился по припасам. Что же могло пойти не так? Ну давайте смотреть. Сначала все же гладко. А затем я заметил, что весталка у нас вампир, значит ей надо кровь. Ну думаю, ладно, найду новую по дороге. Да, еще бы нашел, конечно же. Затем я наткнулся на коллекционера. Думаю, ну ладно, отряд у меня сильный. Думаю, справится. Бой прошел гладко и без лишних приколов. Затем я сразу же наткнулся на искателя звезд. О, what the fuck, это просто йоу. Ну, думаю, ладно, коллекционера убил, и я того смогу осилить. Короче, этот недоносок всю группу довел до лютого стресса, так как я не смог попасть по нему. А он каждый ход люто душил всю мою пачку. И казалось, в поту еле-еле убил. Ливай, не рискуй. Но нет, я решил идти до конца. Мне нужен был этот долгий данж, затем у меня словил психоз шут и весталка. Но думаю, еще терпимо, отряд же идеальный. Через время и дикарка словила психоз. 4 персонажа в психозе. Думаю, ну такой данж я обязан точно пройти до конца. И под самый конец данжа, когда осталось закрыть 2 комнаты, я сначала теряю самобичевателя, затем дикарку, а потом пытаюсь сбежать с боя, чтобы хотя бы 2 спасти. Убежать не удалось, конечно, дальше. Но шута с весталкой тоже добивают. Короче, это тотальный аут. 4 персонажа 5 уровня, 9 крутых артефактов, куча потерянного лута. И вы удивитесь, но... Победа. Да, данж засчитали как победу. И даже дали мне награду с прогрессом локации. Почему? Ну, скорее всего, игра засчитала коридоры как тоже часть исследования. Я не знаю. Короче, никто не знает. Но победа, да, не то слово. 58-я неделя, у меня тотальный траур. Я уже потерял всего 9 персонажей. У меня еще пол челленджа впереди. И ни один темнейший не пройденный. Я уже потратил 40 часов на прохождение, но я на грани проигрыша. Что же мне остается делать? Просто все сделала, чтобы я умер. Все. На все выдавила максимум. И волевым решением было принято дальше продолжать эти мучения. Раз взялся, значит до конца. Решил пойти в средний данж чемпиона, в заповедник, прокачать новую партию персонажа на 6 уровень. В поту, но все же смог выбраться с победой и даже без потерь. 59-я неделя я решил отправиться в бухту и призвать уже последнего босса 3 уровня. Данж прошел максимально гладко, да были немного трудностей со стрессом, но в целом долгий данж я прошел уверенно. 60-я неделя наконец-то добиваю второго босса бухты. На этот раз я был полностью готов к бою. Конечно же, как не без коллекционера, но даже при полной подготовке к бою все равно было максимально мучительно. Босс опять же вообще не дамажит, зато хрен его убьешь. Этот его бесконечный хил просто не давал его просадить по хп. Только при стане якоря я мог хоть немного продамажить его. Короче, как я люблю говорить, босс полная залупа. 61-я неделя отправился в руины. Там я хотя бы чувствую себя спокойно и прохожу любой данж на чиле, поэтому эта неделька прошла для меня незаметно. Хотя там был коллекционер, но он для меня уже как размин. 62-я неделя, наконец-то я решился на свой первый заход в темнейший. Для тех, кто не знает, это сам
самые тяжелые данжи в игре. Нам нужно пройти 3 таких данжа, чтобы добраться до финального босса. Там самые сильные мобы в игре. В каждом бою могут порешать одного персонажа запросто. Но я не боялся, шел вперед. Мне все равно терять нечего. Ну и плюс у меня есть карта, не потеряюсь в прямых коридорах. И вот он, первый предфинальный босс, ползучий тьмянник. Он самый простой из всех 4 боссов, потому что тактика с ним максимально проста. Просто фокусим его всеми персонажами и убиваем его за пару раундов. Главное, не забывайте выпить святую воду всеми, чтобы повысить защиту к кровотоку, а также делайте стан его помощнику, лишним не будет. И вуаля, босс пойдет от любого состава. Мне хватило 5 раундов, чтобы его наказать. Легкий босс на самом деле, лора, ясное дело, никакого у него нет, это просто чей-то ночной кошмар. Вернувшись домой, я получил факела возле персонажей из данжа. Теперь они будут приносить на 50% больше опыта всей команде в составе. На самом деле крутой баф, особенно если пользоваться абузом на использование сильных персонажей в средних или легких данжах. Чем я буду пользоваться, кстати, постоянно. Ведь после потери 4 персонажей мне нужно любыми методами закончить игру. 63-я неделя, я опять, упаси меня Господь, отправился в чащу, но а что поделать, выбора у меня нет, приходится идти туда, чтобы открывать боссу. На удивление, заход прошел почти спокойно, кроме последнего босса с ведьмой, но это такое, пыль для чащи, считай, с чином. 64-я неделя, мой первый сюжетный босс на уровне чемпион, и конечно же это некромант, пошел своими проверенными ребятами, в их победе я был уверен на 100%, на самом деле боссы на уровне чемпион не имеют ничего интересного. Те же боссы, как и всегда, просто хп и уронов больше, ну и резисты круче. Да, станет уже почти всех не получится, но зато каждый персонаж начал чаще критовать, из-за чего боссы начали разваливаться подо мной один за другим. Первым пал от меня некромант, положил его за 6 раундов и вообще не почувствовал. Затем на 65-ю неделю пошел в бухту на долгий заход, чтобы побыстрее открыть боссов. Я вообще буду частенько теперь ходить на долгие заходы, потому что за их быстрее идет прогресс локаций, а значит и боссы будут быстрее появляться. Короче, заход удачный, потому что я выкинул привалы и не спал. Да, щитоломка в пачке, это считайте заходы без привалов. Так точно безопасно. 66-я неделя, еще один долгий заход за победник. Убиваю коллекционера, как обычного моба. Ну, по факту и дают за победу над им, как за обычный бой, так что неудивительно. Короче, еще один успешный данж, а я уже по чуть-чуть всех довожу до 6 уровня. А еще заметил, что уровень данжа не влияет никак на прогресс локации. То есть только длительность подземелья решает, сколько ты получишь процентов локации. Поэтому до босса можно дойти и без данжей на уровне чемпион. 67-я неделя, очередная бухта, очередная легкая победа и уверенные 6 уровни решимости. 68-я неделя, ко мне пришел Вульф со своей бандой бандитов, которого нужно 100% прогнать, иначе он разграбит весь мой город. И там, короче, здания по левелу упадут, короче, страшно. Но надо составить хороший отряд. И ничего мне не придумал, кроме как пачки на метки. Какая же это была ошибка. Данж с самого начала шел мега плохо. Во-первых, там нужны были лопаты. А у меня была только одна, из-за чего я уже чуть не попал под обвал. Во-вторых, у Вульфа безумное количество хп. И чтобы его убить, надо сильно постараться. В-третьих, на этой сложности смысла сбивать бомбу нет, но и пережить ее очень сложно. Поэтому по факту у меня 2 персонажа только и делало, что лечило. Надо было прокаженного взять, а не вот этот вот кринж, которым я играл. А посмотрел бы я бы в свою таблицу, проблем бы никаких не было. Шучу, тогда я еще этот отряд не составил. Но зато я на своей крови проверил, как там босс на кровавой луне. Короче, чудом, не иначе, я убил босса. Но, к сожалению, потерял собачника. 10-й персонаж мертвый, осталось 6 смертей. А те, кто знают, что нас ждет в конце, знают, что по факту всего 4 смерти. А осталось еще, мать его, 3 челленджа. Боже, дай мне силы. 69-я неделя отправился чаще на ветеране, чтобы прокачать нового самобичевателя, дикарку и шута, которых я потерял недавно во второй день X. Как всегда, чаще прошла в лютом поту, иначе не бывает. 70-я неделя, вылазка в бухту, чтобы наконец-то призвать сирену. Опять же, бухта, как и руины, проходятся гладко, особенно без сноу щитоломки. Короче, мои 2 любимые локации, руины и бухта. Там меня
унижают меньше всего, но все же иногда бывает, конечно, да. 71 неделя опять прилетает Вопила. Пока я его не убью, он будет прилетать бесконечно. Но на этот раз у меня пропали артефакт. Плюс у меня есть реликвии, которые я потерял в том самом заходе X. Поэтому на этот раз мне нужно любой ценой разбить гнездо и забрать свой лут. Бой на самом деле прошел очень легко. Я быстро сломал его гнездо, но он, как всегда, накинул на всех дикий стресс и улетел. Ну, при любых раскладах насрет на мой отряд, что бы я ни делал. Но зато мои талисманы вернулись домой, а значит хоть немного, но я восстанавливаю нужные темпы, чтобы завершить челлендж полностью. 72 неделя, денег стало достаточно, чтобы не переживать за их, а значит можно закупаться как в последний раз. Отправился в заповедник, чтобы уже докачать своего Славика, а то он по-нормальному давно уже должен был 6-го быть уровня, а не вот это вот все. Короче, гладко прошло, все как всегда, ну или почти как всегда. А, да, тут этот коллекционер, вот. 73-я неделя, я конкретно так устал от проклятия вампиров и решил убить третьего босса Двора. Опять же, карта у меня есть, идти я знаю куда, но вот дистанция до босса это просто ужас. Короче, по дороге у меня переполнилась сумка и закончились лопаты, поэтому я решил ливнуть с данжа. Ну там еще и стресс у всех в пике, но это такое, переживу. 74-я неделя я решил наказать свиного принца, он же свиной бог на чемпионе. Но, честно говоря, богом это сложно назвать, теперь я то нормальной пачкой пришел, в отличие от второго раза. Пару критов и босс откис за 5 раундов. Ну я же говорю, самый простой босс игры. Быстрее, кстати, умер, чем некромант. 75-я неделя. Крестовый поход на вампиров продолжается. На этот раз я забрал нужный мне ключ и дошел уже почти до самого босса, но у меня, как всегда, забилась сумка и закончилась еда, поэтому я тактично отступил. 76-я неделя. Немного пересобрал отряд на бой с боссом и выдвинулся бить лицо Виконту. Поначалу думал просто уничтожить все трупы и убить его спокойно. Его просто убить очень тяжело из-за его постоянного хила, но мне повезло, я просто из-за невозможности бить тела пару раз по нему кританул, и он умер за 3 раунда. Так тоже, конечно, можно, но это опять же должно сильно повести, так что тут воля случая, не иначе. Хотя он по факту и так самый простой, тот же барон был в раза 5 сложнее. Кстати, за лор, про Виконта мы знаем мало, но по факту он просто любил жрать, причем жрать абсолютно все, и по итогу, когда стал вампиром, начал жрать еще больше, активно и обильно. Короче, ничего интересного. 77-я неделя, я решил, что раз у меня снялись все багровые проклятия с персонажей, значит пора опять идти в темнейшее. Чем быстрее я убью финального босса, тем быстрее снимется лимит со смертей, и тем меньше я буду переживать за кладбище. Короче, вот карта второго данжа темнейшего, опять же отряд вы видите на экране, и в чем собственно проблема? Там в целом никакой проблемы нет, ставите себе 3 факела, через воителя защищаете 4-го персонажа и вуаля, скорпионы ничего вам сделать не могут. Но в каком порядке их убивать? Как лучше с ними бороться? Да в целом без разницы. Я решил выгулять культиста, хотя лучше берите весталку, не делайте их ошибок, и создал пачку через метки, где собачник с мушкетером просто долбили жестко по метке. Тактика очень простая. Ну и по факту весь данж я шел мега уверенно, ведь сначала убил сразу 2 скорпионом, скажем так, со сложного начал, затем убил воеводу одного, ну и пришел к последнему бою, который по моей тактике должен был быть самым простым, но вы не поверите, шут, который, кстати, единственный был без факела на защиту от их уникального удара, просто умер за 1 ход. Потому что воитель тупо не успел наложить на него охрану, из-за чего его просто сбили до нуля, и он умер от яда. Вот так вот в 1 раунд игра решила, что какие бы я тут гениальные тактики не крутил, если она захочет, она убьет любого и в любой момент. 0 от культиста, мушкетер уже походил, и до свидания, шут. Вот он, Darkest Dungeon во всей красоте. Короче, второй темнейший я прошел, а шуты как умирали, так и умирают у меня. Ох, любит же игра их душить. Да и что-то уклонение их вообще не спасает толком. 78-я неделя. Я же освободил выродка с арбалетчиком из тюрьмы в данже Виконта, да? Просто, как всегда, забыл про это. Да, вот так вот все совпало идеально, что именно этих 2 классов у меня не было, и вот тебе на, они оба сразу 5-го уровня, прям на блюдечке, магия не иначе. Так вот, решил выгулять выродка и докачать его до 6-го уровня в руинах. Пробежался быстро и легко, потому что лишний риск мне не надо. Ну и по чуть-чуть качаю нового шута. Но это так, новый корм для игры делаю. Можете не обращать внимания. Кстати, немножечко за выродка скажу. Неоднозначный персонаж, по большей части полезный
полезен только в форме человека, потому что там и стан есть, и яды, а в форме зверя, ну, достаточно обычный дамагер, с обычными цифрами дэмэджа, с обычным критом. Короче, неоднозначный персонаж, который будет достаточно редко пригождаться вам, вообще лучше его, конечно, не качать. 79-я неделя решил пройти последний данж перед финалкой. Вот он как раз карта, ну и отряд у вас на экране. Так вот, прикол этого данжа в том, что ты тупо везде борешься с боссом локации. А он тебе туда-сюда постоянно телепортирует, фиг пойми куда. Так вот, самое забавное, что я сначала убил одну точную копию босса за пару раундов, тупо на критах наемника, а потом пришел к основному боссу и тупо за 3 раунда его почти убил. Ну, на 4-й раунд он меня телепортировал, хотя большого я уже убил. Короче, немного не повезло, ведь шанс на телепортацию там был небольшой. Но, благо меня кинуло рядом, и вы не поверите, я в простом обычном бою с обычными мобами, прямо перед боссом, они убили за 2 раунда собачника. Тупо зафокусили всей толпой одного и захасили его, не думая. Ну вот как это назвать? Крутко или может рандом, я хз, я уверен, что это намеренно так прописано, что мобы четко били именно одного, а всякие криты и попадания это уже приятные бонусы рандома. Короче, прошел я все-таки этот данж, в целом могло быть и намного хуже, но мне повезло с более-менее крутой пачкой, которая свою функцию выполнила 100%. 80-я неделя прокачиваю самобичевателя на финалку, потому что мне срочно надо проходить финального босса, ведь по факту у меня осталось всего 2 смерти в кладбище и все. Игра закончилась, поэтому я сделал один быстрый заход, заповедник, и прокачал его на 5-й уровень. А затем даже под психозом пошел на 2-й заход заповедник, сбросил ему психоз через лагерь и быстро ему апнул 6-й уровень. Наконец-то я на все 100% готов к финалке. 82-я неделя. Я подхватил болячку на бичевателя, потом решил вылечить его, а сам пошел чащу докачивать арбалетчика до 6-го уровня, чтобы добить всех персонажей на 6-й уровень. Ну, чаще как всегда, талась лютым потом, все были на грани, но благо без смертей, и на этом уже спасибо. 83-я неделя игры. Наконец-то я готов пойти на финального босса. Отряд у вас на экране. Не сказать, что это лучший отряд, но для жертвы пойдет. Нам предок падает на уши, рассказывает о том, что он просто сосуд для древнего, то, что мы тоже лишь часть этого древнего, и то, что мы здесь только для того, чтобы выполнить свою роль, то есть пробудить опять древнего зверя, победить его. Сначала мы боремся с кучей иллюзий предка. Бой долгий и душный, но по факту предок тупо не может вас убить, но зато меня он хорошо просадил по стрессу. И кое-как начали появляться плохие иллюзии, и убив 5 таких, предок перешел во 2-ю стадию, где теперь у него одно тело, но при этом он типа как бы постоянно перемещается. Но по факту он просто всегда двигался назад на 4-ю позицию, что мне было не очень удобно. Он просадил креста и культиста по хп, но это не страшно. Ведь он был убит и уже переходил на 3-ю стадию, где он по факту один раз накладывает яд на всю пачку, хотя можно просто застанить его, но я как-то не подумал. И при ударе по этому сердцу вы тоже получаете яд, но хотя бы хилить. Я полностью заряжен на последний бой, у меня все full хэп, ну, бичеватель прям с первой же секунды был уже в психозе, но это не страшно. Ну и в чем, собственно, особенность 4-й формы. По факту он почти не бьет и не дамажит. Но когда вы просаживаете его по хп, то на 66% он заставит вас убить одного вашего члена группы. А потом на 33% хп он вынудит вас убить еще одного члена группы, из-за чего вы остаетесь 2 на 1. Ну а честно говоря, хп у него немного, поэтому заковырять его нетрудно. Я изначально знал эту механику, планировал отдать в выставку и культиста. Их, честно говоря, не жалко. Ну и наконец-то этот момент настал. Финальный босс побежден. Первая основная задача челленджа выполнена. И вот оно, кат-сцена, которую мы так сильно ждали. Ответы на все наши вопросы. По итогу оказывается, что наш предок бессильный, как и мы перед древним злом. И победа над сердцем тьмы лишь отсрочит конец света, начав цикл заново. Но победить зло полностью невозможно, из-за чего цикл борьбы со злом начнется заново и так до бесконечности. В этой бессмысленной борьбе, в которой мы уже проиграли. Короче, какой-то очень плохой сон предка получается. Типа Цукиюми Мадари, только худшая его версия. Короче, игра пройдена, но как бы всех боссов я еще не убил, да и персонажей некоторых не докачал, поэтому возвращаемся назад и добиваем. Все-таки у нас там еще 17 недель есть, должны успеть по идее.
84-я неделя убиваю кучу трупов, на этот раз идеальная пачка, из-за чего он умирает на 5-й раунд. Я же говорю, боссы на чемпионе проще идут, чем на ветеране. 85-я и 86-я неделя быстрый забег в руины, чтобы уже призвать пророка и закрыть руины. 87-я неделя налегке прохожу пророка, потому что антикварка существует и жестко долбит ядом. 88-я неделя решаю отправиться убивать графиню. Карта у меня есть, значит добраться будет не проблема. И о чудо, за один заход прихожу прямиком к ней под комнату. В целом можно было бы уже побиться, но я решил скинуть вещи и подготовиться к бою, поэтому ливнул. К сожалению, я забыл, что у меня не было приглашения второго, поэтому придется еще немножечко подождать и поискать. 89-я неделя пошел на мельника еще раз, в надежде увидеть что-то новое, но по факту просто убил его версию 5 уровня. Ну, неплохо, конечно, но до спящего я таки не дошел, печально. Кстати, я заметил, что мне эту неделю почему-то игра не засчитала, то есть буквально ничего не сработало недельного, что странно. 90-я неделя, она же 89-я почему-то. И почему-то после снятия ограничений на смерти так легко начала идти чаще, это парадокс просто. 90-я неделя, иду к ведьме в надежде получить интересный бой. По итогу убил ее за 3 раунда. Тупо выплюнул 3 крита на дикарке и босс посыпался. Ну, я вам серьезно говорю, 5-й уровень самый простой у босса. 91-я неделя отправляюсь на сирену. Тут, конечно, поначалу все пошло не по плану. Ведь захватили щитоломку, и я уже подумал, что кранты сейчас всю пачку мою убьет. Но нет, повезло, все обошлось легко. Затем она захватила собачника. Тот тоже толком ничего не сделал, ну и по факту все попытки очаровать она запорола и тупо слилась как дешевка. Но она хотя бы какой-то стресс у меня вызвала, в отличие от всех остальных боссов. За это уважение, конечно. 92-я, 93-я неделя. Делаю 2 крупных захода на бухту, чтобы уже открыть последнего босса бухты, но пока что на него не хочу идти, ведь теперь я точно готов идти на графиню. 94-я неделя. Бой с графиней. Я решил, что мне надо привал, чтобы получить бафы перед боем, и мне, короче, пришлось сделать целый огромный круг возле комнаты босса, чтобы найти привал. Но зато лагерь активирован, а значит можно идти в бой. Всего-то 1 час на это потратил. Быстренько получается еще. Ну и давайте же за сам бой. Что по факту делает босс? Ну на самом деле много чего. И стресс накладывает, и какие-то пиявки дает, и кровоток накладывает, и дамажит прилично. Ну короче, наконец-то сложный босс, ё-моё. Ее, кстати, считают самым сложным боссом в игре. Что забавно, ведь я этого так и не почувствовал. Даже после того, как она превратилась в вампира и начала хилиться, даже после ее огромной трансформации, где она начала жестко сосать у меня и всей команды. И как бы даже шут был на грани смерти, но на 13-й раунд она умерла от кровотока. Ну, не помогло ей 500 хп, к сожалению. Мы слишком жестко ее месили. Получил наконец-то имбосет на разбойника. Но, как бы, конец игры, поэтому все равно. Ну и почему-то я не увидел второй катсцены. Потом, конечно, на монтаже найду. Но, короче, в нем мы узнаем, что предок, как всегда, убил графиню, которая на него напала в форме вампира. Затем напоил кровью этой вампирши всех во дворе, из-за чего они стали тоже вампирами. И, что самое забавное, предок тоже выпил кровь, но вампиром не стал. Ну, потому что, очевидно, он как бы сосуд сердца тьмы. Какое ему вампирство? А чё? Ну и как я понял, все подальше, что случилось с двором, это очередные эксперименты предка. Ведь по факту графиню он убил, но потом мы ее опять убиваем, а это значит... Он ее воскресил, ведь она очень сильно похожа на матку всех этих комаров, а значит она типа как прародительница этого всего, но как бы в ролике мы видели, что она уже мертва. Короче, ничего не ясно, одним словом, деталей нет, но мы держимся. 95-96 неделя, добиваю чащу в 2 долгих заходах, как я это делал с бухтой, чтобы призвать босса. 97 неделя, иду на пиратов. Первый заход идет супер плохо. Решаю ливнуть с боя и начать заново, так как забыл поменять навыки чумному. Случайно промахнулся и опять зашел в бой. Ну что ты делаешь? Опять ливнул. Короче, даже после кучи стресса от побегов, я все равно на удивление убиваю его за 5 раундов. 97-я неделя, добиваю сюжетного последнего босса, пушку. Хоть у меня и был идеальный отряд, но все равно бой был очень долгий и душный. Он не сложный, просто бой намеренно затянутый до безумия. Ну, худший босс игры, однозначно. 99-я неделя, вспомнил про Стража Сада и то, что он тоже босс, поэтому решил отправиться на его зачистку. С этим боссом все просто. Он бьет щитом через ход и копьем каждый. Урона у него на самом деле нет, пробить его через щитолома легко,
Тот и охрану снимает, и броню проходит, просто убиваете руку и фокусите тело. Все, босс на пару ходов. Единственное, что очень жирный, и ни в коем случае не трогайте щит, потому что если вы убьете щит и копье, считайте, что отряд умер, потому что там тело просто аннигилирует все живое. Особенно на кровавой луне, понятное дело. Короче, изи босс для фарма, если знать, что делать. Ну и заветная 100-я неделя. У меня остался всего один босс, спящий, так как всех остальных я убил, персонажей прокачал, ну тупо одного босса не хватает и все. Но чтобы до него дойти, надо сначала опять убить мельник, но вот не беда, щитоломки у меня нет, она на лечении и со стрессом, я ее как бы убила стражу вот только что, поэтому ну никак, поэтому пришлось пойти другим отрядом, и вот дойти до мельника было легко, но самого мельника я тупо ничем не смог убить, он просто стоял в 4-й позиции и оттуда не уходил, из-за чего прокаженный тупо не смог его коснуться. Он не перемещается. Что это за 90%? Где перемещение? Где? Кто-то вот перемещать будет. Какие, блядь, 90%? Это ж нету там 90% этих. Короче, я даже мельника не смог 3-й раз убить и ливнул. Да, к сожалению, спящего я убить так и не смог. Ну, точнее, дойти до него не смог. Так-то я, конечно, его разорвал бы, но путь до него намного тяжелее самого боя с им. Ну и буду с вами честен, я его уже давным-давно проходил, еще в 21 году, поэтому для меня он уже давно как ачивка закрытая. А я и так в целом игру прошел на Кровавой Луне, выполнив все возможные задачи и самое главное, не нарушил ни один из лимитов. Даже после победы над финалкой ни один персонаж не погиб. То есть по факту умерло 14 персонажей, 100 недель я прожил. Я считаю челлендж полностью завершенным. Да, можно было бы еще 2 недельки поиграть и убить спящего, но челлендж и без него получился очень крутой. Вы видите, я вижу, насколько это крупный видик, 100 часов игры. Это безумие. Это самый крупный видик за всю мою жизнь. И знаете что? Я безумно в восторге. Я вот сейчас вот это все говорю, и мне прям хочется поиграть еще и еще. И я могу уверенно сказать, что это точно одна из лучших игр, в которые я играл. И это лучшая пошаговая игра, в которой я играл. Даже Герои Меча и Магии 3 не так сильно мне понравились, как это ДД. Короче, как по мне, тут даже оценивать нечего. Графика уникальная и крутая, 5 баллов. Музыка очень атмосферная. Особенно эти стоны свиней в заповеднике без света. Это просто мед в уши. 5 баллов. Оптимизация идеальная. На любом компе игра будет просто летать. 5 баллов. Управление, как всегда, на любителя. Ну, давайте будем честны. Иногда бывают затупы, но это такая игра, тут нельзя спешить. Поэтому вины игры тут не вижу. 5 баллов. Ну и цена копейки, просто 10 баксов, если не ошибаюсь, она стоит, ну, плюс DLC, долларов 20, ну, со скидкой можно вообще за бесплатно урвать, короче, своих денег 100% стоит, 5 баллов, итоговая оценка, ну, просто 10 с 5, всем рекомендую поиграть, особенно на Кровавой Луне, это вообще другой опыт, другая игра. А потом уже можно и модами играться, там тоже абсолютно другой мир, который отлично дополнит игру после Кровавой Луны. Короче, я и так тут уже много сказал, любите Dark Fantasy и увидимся в следующем хардкорном прохождении. Удачи!